какой дым от свечки. Всем привет, кто заходит. Привет, свечку зажгла, сейчас поставим. Пусть она здесь горит рядышком. Было бы где-то вот тут у меня, да, например, какая-то полочка была бы, я бы поставила, чтобы вам было видно. Но, в общем, свечка там светится. Так что все нормально. Заходите на эфирчики. Сегодня эфир раньше. Вот, наверное, он будет теперь все раньше. Ну, не 21:30, потому что 21:30 что-то мне поздновато сегодня. Вот, поэтому кто подписан и у кого там нажат колокольчик, те знают, что эфир начался. Вот, поэтому это очень удобно придумали. Добрый вечер, Ирина, добрый вечер. Кому нужны подсказки, будем смотреть подсказки. Если одна подсказка, то смотрим на основной колоде, на этой. Если все подсказки, то на всех 5 колодах. Вот, добрый вечер. Можно послание на всех, Антонина? Да, добрый вечер, Антонина. Добрый вечер, Ирина. Ну, первая написала Антонина про послание. Сначала Антонине, потом Ирине будем смотреть. Дома тепло, хорошо, да, на улице уже холодина. Сегодня такой курьер приходит к нам, весь такой укутанный, в куртке с капюшоном. Вот тут у него все закрыто. Я говорю, что на улице похолодало? Он такой, да, говорит, холодно. То есть вообще морозяка. Около 8 вечера будет эфир. Ну, пока так, да, но что-то пораньше. 21:30, или у меня что-то поздно сейчас. Темнеет раньше, и меня прям вырубает. Меня последние 2 дня, я прям вообще выключалась после работы, поэтому что-то как темнеет, мне говорят, видимо, мой организм говорит, пора спать, что ты сидишь-то, то есть пораньше. У нас снег уже лежит, ничего себе, Антонина. Вот это да. А у нас снег был, прям такой вот пушистый, и сразу же растаял, 1 день. Вот обещают завтра. Не знаю, вот будет завтра или нет. Ну, холодно уже, конечно, надо одеваться. Давайте смотрим для Антонины, потом для Ирины, потом Аннет. Антонина, а где у вас снег лежит? Вы где? Какой у вас город? Что там снег? Наверное, ближе туда. У нас средняя полоса, поэтому... Для Антонины смотрим. Для Антонины смотрим. Антонина, послание. Не начинайте новое. О, Архангельск. Ничего себе, конечно, там холодно. Там, ого-го. Архангельск. У меня папа там в командировке был, рассказывал, как там. Там, конечно, мороз. Конфетка, здравствуйте. У нас тут, если подсказки нужны, пишите подсказка или подсказки. И будут вам подсказки. Так, для Антонины послание для Антонины. Смотрим. Ищите знаки и подсказки вокруг себя. Какие-то знаки и подсказки будут в ближайшее время. Обращайте внимание. Классно. Так, для Антонины дальше. Смотрим подсказка. Не позволяйте чужому мнению определять ваши действия. Ну что, кто какие там цели себе поставил до Нового года? Какие желания хотите реализовать? Не ждите Новый год, прямо сейчас действуйте. Сейчас новолуние, сейчас вы можете даже еще до новолуния, еще неделю назад можно было начать. Поэтому вы сейчас прям вот, если настроены что-то, чтобы вот у вас получилось, прям делайте это каждый день. Я начала кое-что. У меня пока получается. Но это тяжеловато, но получается. Антонина. Для Антонины смотрим. Постарайся успокоиться. То, что можешь воспринять, тобой не управляет. Хорошая воспитанная девочка матом не ругается. Она умеет матом смотреть. Видите? Так что, если вас что-то расстраивает, не нужно ругаться. Успокоились. Взглядом своим пронзили так вот острым, если кто-то что-то вам там не то сделал. И тот человек сразу все поймет.
Как лев на свою жертву, да, вот так вот, мол, ты, мол, это, я не голодный, но как только буду голодный, ты там, где-то держись подальше. Насчет человека подсказки, конфетка, хорошо? Послание из будущего для Антонины. Из будущего послание для Антонины. Для Антонины, смотрим. Ой, какое красивое послание. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Кто-то желает вам добра и говорит какие-то правильные вещи. Что такое? Классно, конечно, у меня здесь играет. Другая музыка стояла. Так, сейчас извините, я тут немножко переключилась. Музыку убрала обратно. Тут, наверное, те, которые нельзя, пошли. Я это умею, Антонина? Супер, супер. Вот это ваша суперспособность, да? Вот взглядом прям. Там кто-то что-то вы так... Шо? Это прям вам пригодится. Это благодарю, Антонина, вас тоже благодарю. Спасибо, что на эфирчик заходите. Все, кто заходит, ставьте лайки, мне будет приятно. В общем, давайте дальше смотреть. Лидик, привет, привет, да? Вижу, у кого колокольчики стоят, те пришли. Сейчас для Ирины смотрим. Для Ирины. Подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Что-то еще у вас есть такое ненужное. Не знаю, что. Что-то вас держит, тянет назад. Воспоминания. Для Ирины смотрим. Оставьте прошлое, пора поставить точку. Смело двигайтесь в светлое будущее. Но видите, я прям точно... Видите, что вам нужно сделать? Подсказку на человека можно, Лидик. Сейчас для Ирины пока смотрим. Мария, доброго вечера. Если нужны подсказки, пишите, как девчонки, там подсказки или подсказка. И будет вам подсказка. Когда очередь дойдет, сейчас для Ирины смотрим. Для Ирины смотрим, подсказка. Ой, относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Так, смотрим на этой колоде теперь. Для Ирины смотрим подсказочку. Уйди в себя, говорят вам. Тебе просто нужно время побыть в одиночестве, и ты знаешь почему. То есть какой-то ответ, видимо, принять решение. Так, из будущего. Послание из будущего для Ирины. Смотрим. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Ну, звоните. Что делать-то? Звоните. Говорят, надо позвонить. Что-то кому-то вот... Почему-то вот, не знаю. Надо поговорить, видимо. Так, теперь смотрим для Анет. Смотрим для Анет. Подсказка. Следите за поступающей информацией. Какая-то информация будет важная. Мотайте на ус. Что-то важное будете знать. Что-то нужное. Вам это пригодится. Для Анет смотрим подсказка. Не думайте сейчас об этом. Сделайте паузу и вернитесь к этому чуть позже. Ну, как бы вот. Не знаю, чего это такое. Вы знаете. Так, для Анет. Ой, букет. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно, все возможно. Смотрим для Анет. Ты не в лучшей форме. Ты горячая штучка. Это факт. Приведи себя в порядок. Пусть все увидят, какая ты на самом деле. Ну,
Готовьтесь, Новый год на носу, да? Или там встреча долгожданная. Так, послание с будущего для Аннет смотрим. Ой, тут Мишка. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Такое вот вам послание сегодня выпало. Спасибо, Аннет. Благодарю вас тоже. Так, теперь давайте конфетка. Насчет загаданного человека. Что надо знать насчет этого человека? Ну, в общем, для конфетки. Для конфетки на загаданного человека. Подсказка для конфетки. Извлекайте из опыта позитив. Позитив. Опыт, позитив. Опыт, позитив. Опыт для чего-то нужен. Конфетка. Для конфетки. Природное обаяние – это то, что точно сработает в данной ситуации. Ну, видите? Природное обаяние. Вы знаете, как и что делать. Благодарю за подсказки. Успешной позитивной недели. Ирина, вам тоже успешной недели. Здравствуйте, Любовь! Если нужны подсказки, пишите слово «подсказка» или «подсказки», как девчонки пишут. Ольга, добрый вечер! Ой, Оля оплатила донат. Оля, сейчас я подсказки для конфетки до конца расскажу, потом посмотрю донат. Для конфетки смотрим. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Ой, цените, цените, все цените. Все. Для конфетки подсказка. Отправься в путешествие, увидишь что-то новое, попробуешь что-то новое, пообщайся с интересными людьми. Ничего так не радует глаз, как собранный в отпуск чемодан. Вот. Любовь, да. Так, сейчас посмотрим. Для конфетки послание из будущего. Конфетка, вам послание из будущего. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Видите? Вам прям все сказали, что вот ваш успех в знаниях, все, вот оно где. Чемодан с кладом-то зарыт. Вот, спасибо вам, конфетка. Добрый вечер, Светик. Не, Светик, донаты еще не смотрела. Вот сейчас перехожу в донаты. Сейчас, кстати, скину ссылку. Вопросики у нас за донаты, если что. Сейчас я ее закреплю. Все время я с ней пролетаю, забываю. Сейчас донаты будем смотреть. Потому что мне уже девчонки написали. Значит, смотрим. У меня Светик от Светика первый донат пришел. Потом Ольга. Так что вот, тут у меня в такой очередности пришли. Конфетка, спасибо вам тоже, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, все дела там, да. Приходите, у нас каждую субботу подсказки будете ловить. Важные события для Светика сейчас смотрим, потом для Ольги. Важные события для Светика до конца 2024 года. Ну, давайте. Какой-то король может войти в вашу жизнь. Смотрите, тот, о котором вы мечтали, какой-то мужчина. Может быть, знакомство с мужчиной, если вам это нужно, конечно. Знакомство с мужчиной, о котором вы мечтали. Думали, вот, такой мужчина хочу. А его не было. Видите, здесь какая-то трансформация. Вы можете, кстати, поменять свою мечту о мужчинах. То есть вы мечтали о таком, может что-то такое произойти, вы можете поменять свое представление о том, какого вы хотите. Потому что как будто вы не замечаете, как будто вокруг вас есть какие-то мужчины, но вы их не видите. То есть это не мой типаж, это не мой тип. Да, это как бы нет, не то. Я лучше вот дома посижу, подожду, да, как бы вдруг он сам вот в трубу, как это, да, Дед Мороз, сам придет. То есть, как бы вот, что-то такое, какое-то представление мужчины. Кстати, денежки до Нового года хорошие заработаете. Вот в команде, вот где вы работаете, там продолжайте работать, денежки будут.
Может, даже премию, блин, может, вам 13 зарплату заплатят, даже не знаю. Но тут вот как бы деньги будет прибавление в деньгах, получите денежки, и на подарки хватит, и как бы отложить даже. В работе все хорошо. С деньгами тоже, в общем, смотрите. Анна Баирова, здравствуйте. Так, для Светика, для Светика. Насчет здоровья все отлично. Смотрите, насчет здоровья все у вас хорошо, все стабильно, вообще без изменений. Я еще тут уточнила, тут как бы вот со здоровьем что-то будет? Нет, ничего не будет. Видите, тут все нормально. Со здоровьем одевайтесь тепло, как бы вот нет, все стабильно. Как-то у вас крепенько будет все. Какие еще важные события? Ой, вы знаете, Светик, смотрите. Вы будете праздновать что-то до конца 2024 года, вы что-то будете отмечать, что-то у вас получится, что-то такое, что вы очень-очень хотели, и вы прям вот много сил вложили, много действовали, вот, не знаю, что-то вы хотели получить, добиться, достичь, чтобы у вас получилось, и вы очень-очень старались, и бац, вы это получаете, заслуженная награда, вознаграждение, там вас оценят, вот такое вот. И вы будете прям кайфовать, вы будете отмечать, и вам будет прям, ну, прям, не знаю, очень хорошее ощущение будет, наслаждение просто. Да, я это сделала, я молодец, там, да, ну, как бы, ну, очень классное будет ощущение. Заслуженная награда, победа, тут вот, не знаю, призвание, признание вас, ваших заслуг будет. Что-то здесь с человеком можете каким-то расстаться, кстати, на время. С каким-то человеком можете расстаться на время, а потом начнете переписываться, какую-то новость о нем узнаете. Да, и потом опять сможете восстановить отношения. Не знаю, вот с каким-то человеком будете расставаться, он уйдет куда-то, да, потом от него 200 получите, и будет шанс опять восстановить отношения здесь. Опять построить отношения. Почему человек уйдет? Там какие-то страхи, что не может дать вам что-то такое. Это из-за своих страхов, в общем, человек может уйти. Что он не потянет что-то. Но потом как будто он вернется, этот человек, обратно. Такое, может, еще не знаешь. Кто это, что это. Еще если какие-то события есть. Еще какая-то гулянка у вас. Еще какая-то новая, с новыми людьми, новое знакомство. Где-то вы познакомитесь, может, корпоратив, не знаю, но что-то такое будете что-то отмечать еще, может быть, начало проекта, конец проекта. Будете что-то отмечать, и там будут новые люди, новое знакомство. Как-то вот, знаете, так легко все пройдет. Какая-то легкая вечеринка, ни к чему не обязывающая, такая вот беззаботная. Время проведете. Задумайтесь о будущем. Будете задумываться, кстати, возможно, о смене локации, о том, что вы хотите, где вы хотите жить. Может быть, начнете общаться с новыми людьми еще и через интернет. Вот познакомитесь, будете общаться. Ну, с финансами тут все хорошо, прям финансы, прям молодцы, вы молодец. Старайтесь, все нормально. У вас, может, сейчас и не хватает денег на то, что вы хотите, но вы боритесь, этот период закончится. Если на что-то такое грандиозное, большое, да, и что прям большая сумма нужна, какой-то период нужно будет показать, что вы готовы за это бороться. О, если вы покажете, что вы готовы за это бороться, да, за что-то вы хотите, то потом, смотрите, вам просто вот все блага придут, все возможности откроются, если вы продолжите бороться за свое, за то, что вы хотите.
Вот продолжайте бороться, потому что здесь в 2024 году что-то маленькие-маленькие успехи вас ждут, а в 2025, если вы будете продолжать бороться за свое, то там будет не только маленькие успехи, там будет много их. Много-много-много-много, как-то такая движуха пойдет. Много известий, новостей, много будет получаться, много общения, много всего. Очень-очень много движений будет. Если еще какие-то события. Нужно все делать, смотрите, все, что вы будете делать до конца этого года, делайте чистой совестью, как бы не обманывайте себя в первую очередь, никого не обманывайте, себя не обманывайте, потому что вам как бы будет так, что если вы все делаете хорошо, то вам это и вернется очень много хорошего, если вы будете правильно все делать. А если вы будете обманывать кого-то или что-то делать не так, то вам тоже прилетит, короче. Здесь справедливость выходит, прилетит по заслугам, поэтому не обманывайте, не знаю, не сплетничайте там, да, как бы вот не нужно, потому что это может обернуться к вам, опять про вас могут потом так делать, как вот вы, например. То есть ведите себя хорошо, да, чтобы Дед Мороз принес подарки, они как-то так. Ну, просто говорят то, что если все у вас нормально, тогда вы получите что-то хорошее такое. А что вы хорошее получите? Ну, здесь как будто человек какой-то идет, смотрите. Здесь любовь. Вам могут дать человека такого для любви. Когда вы будете понимать друг друга. Здесь еще есть возможность того, что вам дадут человека не только для любви, а для того, чтобы вы могли какое-то дело общее вести. Да, вот вместе, когда на одной волне. Но здесь любовь прям. Любовь вам могут дать. Если все по-честному, без обмана, волшебника Сулеймана, да, будет любовь, да, но за это нужно побороться, нужно показать, что вы достойны, да, вот, и тогда вам дадут прям вот десятка пентаклей, все как надо, все как вы хотите, дом полная чаша, и вот, классно, здесь так. Я думаю, вы так и делаете, так и будете, ну как вы так и идете. Да, у вас все получится, видите, вы правильно все делаете. Видите, и все равно выходит король, опять к вам едет какой-то мужчина с подарками, какой-то мужчина в вашу жизнь ворвется. Все-таки знакомство с мужчиной будет энергичный, харизматичный, активный, щедрый. Ой, и любвеобильный просто будет. Любовь и страсть. Ну вот здесь так вот. Что-то прям все так, прям вообще. Вот. Ну на что обратить внимание, да, это то, что вот пока что не нужно уходить, ну вот предупреждение как бы, да, не нужно уходить из каких-то отношений и закрываться. Если вас кто-то хочет обидеть, защищайте себя, не давайте себя в обиду. Цените свои эмоции. Ну, будьте как есть, так и есть, чё ж. Вот. Что не надо, смотрите, предупреждение, что не нужно делать, не нужно думать, что всегда удача будет на вашей стороне. То есть пока она есть, ловите удачу за хвост. Все, ну как бы вот. Смотрите, что нужно думать? Нужно думать о том, что любовь в вашу жизнь идет. Это все равно любовь идет. Какая-то любовь. Что взаимная. Вот. В 2025 году точно мужчина будет. В 2024 году. В 2024 году заканчивайте все свое там тяжелое такое, что там вас держит в прошлом. Не знаю, заканчивайте, чтобы быстрее пришел. Подсказка на ваш вопрос. Используйте свое обаяние. Вот, придет, и вы используете свое обаяние. Да, перед тем, как он придет, тут нужно будет побороться, уход кого-то будет, а потом придет он, приедет, примчится. Быстро очень как-то. Все позитивно, да.
Да, пусть так и будет. Вы все позитивно, все хорошее, пусть исполнится. Вот. Так что так, Светик, спасибо за ваш вопрос. Давайте теперь Ольга у меня тут. У Ольги смотрим. Все ваши прогнозы сбываются, пишет Оля. Личная жизнь в ноябре. Угу. Сейчас посмотрим. Какая-то мечта у вас есть. Может быть, как раз-таки про личные отношения. Так, смотрим Оля. Оля. Личная жизнь в ноябре 2024 года. У Оли. Ну, как будто вы тут закрыты от отношений. Смотрите, тут личной жизни как таковой-то и нету. Чего вы не видите? Чего вы не видите? Чего вы не видите? Вы не видите, вы чего-то реально не знаете, не видите, а это пока еще вам закрыто. Вот того, что вы не видите, я уточнила. Что-то еще закрыто, как вы что-то еще не знаете. Тайна какая-то есть, из-за которой ваши глаза закрыты. Они не могут пока, вы не можете видеть все, как есть. Что нужно, чтобы ваши глаза открылись? Чтобы вы поняли, да? Здесь нужно какие-то действия. Смотрите, здесь какой-то мужчина. Здесь нужно как-то взаимодействовать с мужчиной. Показать ему свои намерения, того, чего вы хотите. Потому что здесь мужчина. Как будто здесь тот, кто, если кто-то есть рядом, то этот мужчина не для серьезных отношений. Пока что. Возможно, потом это все изменится. Но здесь пока что нет. Ну, как будто вот вы как. Вы готовы его отпустить. Вам надо больше мечтать, смотрите, вам нужно больше мечтать. Я тут спросила, почему тут у вас борьба, вы закрываетесь от чего-то, да? Смотрите, вот вы боретесь и думаете, что вот на вашем опыте уже есть, видимо, такие отношения, где, ну, не тот мужчина, не то, что вы хотите, может быть, не так относился к вам, да, вот какие-то отношения, те, которые вам не нравятся были у вас, но над этим нужно работать, нужно мечтать, говорят. Мечтайте о том мужчине, о котором вы бы хотели с собой увидеть. Не надо думать о том, не надо думать о прошлом, сравнивать с прошлыми там вот этими вот опытами, да, с прошлым опытом, с прошлыми мужчинами. Да, не нужно сравнивать. Если будете новых людей, которые входят в вашу жизнь, сравнивать с прошлым, да, то видите, у вас сердце будет разбито. Вы не будете, не знаю, не найдете то, что вы хотите. Как-то надо работать с этим. Здесь нужно избавиться от страхов и не обманывать себя. Смотрите. Видите, тут вот страхи какие-то у вас, кстати, надуманные. Этого может и не случиться. Или, может быть, вы думаете об этом, а это случается. Вы можете притягивать мыслями в свою жизнь не тех людей, которые могут вами пользоваться. Ну, то есть за ваш счет решать какие-то свои там желания, да? Может быть, вы доверчивая слишком, да, или слишком вот что-то такое. Вот думаете, что человек там не такой, а он такой. Сомнения у вас есть, сомнения насчет серьезных намерений мужчины, возможно, так. Так. В декабре в вашу жизнь, кстати, может прийти мужчина, но вы не сможете его принять. Вы его не примете. Видите, вы его как бы нет. Отворот-поворот сразу резко нет и все. Понимаете? А нужно было его принять, видите, потому что будет очень быстро развиваться ситуация, и вы сможете сразу стать несвободной. Кстати, можете забеременеть от него, если хотите. Какой-то мужчина придет в вашу жизнь, но вы откажетесь здесь, откажетесь. Не знаю, кто это в декабре. Так, а в ноябре все-таки.
Не, ну в ноябре всякие гулянки будут, такие вот встречи с девчонками, будете эмоционировать, можете и поплакать, можете как бы и заниматься любимым делом, будете очень много надумывать, но здесь мужчины нет. В ноябре тут нет мужчины, чтобы вот для серьезных отношений. В декабре может прийти, который... В декабре осторожно смотрите, если хотите ребенка с этим мужчиной, то тут большой шанс. Какой-то мужчина появится в декабре. Чтобы в вашу жизнь пришел тот мужчина, да, с серьезными намерениями, то вы просто те, кто вам говорят и ничего не делают, ну, закрывайте свое сердце от них, чтобы не травмировать. Не нужно доверять тем, кто только говорит, флиртует, заигрывает, да, вот это вот не нужно общаться с такими мужчинами. Ну, закрывайте, держите как бы дистанцию, да, контролируйте. Вам нужно брать ситуацию в свои руки, то есть как вы хотите, так и будет. Только от вас зависит. Не подпускайте к себе таких вот флиртовашек, так хочется сказать, не знаю почему. Но те, кто флиртует, вот этих вот, не нужно к себе подпускать. Вам нужны более серьезные отношения. Да, потому что те, кто флиртует, те, кто рядом, они не то, что вы хотели бы. Хотели бы вы совсем другого. Вы хотели бы, чтобы вас не разочаровывали, чтобы вам не приходилось никогда никого ждать. То есть, чтобы человек точно знал, чтобы не было такого «да, да, нет, нет». Чтобы человек был конкретный, чтобы вы точно знали, чтобы вы были уверены в нем, в его чувствах, в вашем будущем, а не то, что непонятно, что за отношения, там, да, нужно ждать, не нужно, что мне с ним делать, как бы будущее непонятно. Но такого вам не надо. Вы хотите, чтобы конкретный мужчина был. Не пришлось ждать, что взяли и пошли вместе вперед всего. Ай. Вот еще что будет в ноябре. Смотрите, вы можете с каким-то человеком расстаться в ноябре еще. Не знаю с кем. Это может мужчина или женщина, не смотрела, но это может быть... Вы можете, в любовных отношениях, если с кем-то, то можете расстаться. Видите, вы можете принять решение. Почему? Потому что вы не понимаете друг друга. Может такая ситуация появиться, вот как-то вот, что вы не понимаете друг друга. Здесь как-то по дьяволу. Здесь, возможно, с этим человеком, с которым вы захотите расстаться, какая-то очень сексуальная связь такая есть, которую очень тяжело оборвать. И не хотелось бы как бы вот... Какая-то, может быть, притягательность друг к другу. Хочется быть с этим человеком. Возможно, такое даже. Вам классно, да, вам классно, но только если это будет несерьезно. Вы можете с этим человеком общаться, но только если это как бы несерьезные отношения, да, там можно получать удовольствие, но они нестабильны, несерьезны, они не ведут к вот этому вот счастливому будущему, да, там как-то, просто отдохнуть, там вместе время провести, да, классно, без обязательств, это да, весело, как бы вот, здорово. Вот здесь вот так вот. Нужно ли вам еще что-то знать про свою личную жизнь? Смотрите, вам нужно знать, что ваш человек, он существует. Не переживайте, ваш человек есть, и он очень страстный, и он для семьи идет, для семьи, для счастья. Вот он сделает вас счастливой. То есть не нужно думать, что такого человека нет, и вы не встретите. Нифига подобного. Он придет, он вас завоюет. Есть такой человек. То есть все будет нормально. Не переживайте. Одна точно не останетесь, будет человек. Но он придет не сейчас, как будто он где-то далеко, не рядом. Все, тут дальше непонятно. Тут дальше вообще непонятно. Дальше непонятно. Он, не он. Тут еще какой-то мужик вышел. Но вот от какого-то мужчины у вас может быть ребенок. Тут уже второй раз выходит. Возможно, в вашу жизнь придут несколько мужчин, кстати, и вы будете выбирать.
В будущем такое может быть. Придется сделать выбор. Но вы сделаете правильный выбор, вы будете довольны. Да, тут как-то вот так вот. Ну, пока сейчас, вот, ну, в ноябре отдыхайте, с девчонками тусите там, думайте о нарядах, ходите там на фитнес, чтобы привести себя там в классную форму к Новому году, чтобы платье надеть красивое. Ну, как бы вот так вот, общайтесь так, как вы общаетесь. Если захотите принять решение с кем-то расстаться там, да, то, блин, то расстанетесь, видите. Но если захотите, как бы тут возможно, что человек пойдет в новое и может кто-то переедет. Но в то же время придет другой человек. Тут, кстати, из прошлого кто-то может вернуться. Какой-то друг из прошлого. Хороший там, хорошие чувства. Как-то все нормально тут. Что еще нужно знать? Нужно знать то, что не нужно вкладываться, чтобы не разбивать сердце себе, да, чтобы не было больно в любви. Вам нужно знать, что одинаково нужно вкладываться, одинаково надо любить. Не надо там вот любить так, что все, я на себе там крест ставлю, люблю только его, живу только его вот этими желаниями, действиями. Нет. Тут одинаково надо вкладываться. У него есть свободное время там на себя, у вас есть свободное время. Он там вкладывается в отношения, и вы. То есть тут должно быть равный обмен такой, чтобы вы не чувствовали, что вы больше отдаете. Понимаете? Потому что вам важно тоже получать. Обязательно важно получать, чтобы наполняться. Вот, а не только свою энергию отдавать. Здесь вот это еще вам нужно знать. То есть не растворяйтесь в партнере, нет. Ну, учитесь этому как-то вот. Здесь так. Так что не переживайте, есть у вас мужчина, он существует, и ребенок уже тоже. Давайте для Оли посмотрим. Подсказка. Устройте себе отдых. Ну вот видите, в ноябре у вас, кстати, вот так и выходит. Отдых. Посиделки, поболтушки, вот куда-то что-то. Для вас это прям спасение, чтобы отвлечься от всего, чтобы не загоняться, чтобы успокоиться, определиться, что и как вы хотите. Вот. Потому что вы знаете, как вы хотите, точно. Так, дальше смотрим. Донатики смотрю, Валерия и Анет потом. Так что так. Может ли это быть подруга, а не мужчина, с кем вы расстанетесь? Нет, это мужчина какой-то мужчина в вашем окружении. Прекратить можете отношения, он может уехать. Опять же уходит уход. Блин, короче, это, а потом может вернуться, ладно. Тот мужчина, который, кстати, уйдет, вы можете восстановить с ним отношения обратно. И хорошие отношения, это неплохие. Давайте дальше смотреть, это я сейчас... Валерия. Как пройдет встреча? Валерия, вам смотрю. Будет встреча. Будет ли у вас встреча? Будет встреча. Будет. Это только начало. Встреча будет страстная. Встреча будет такая, знаете, вы прям внутри будет все гореть. И у него, и у вас. Такая, ух. Этого долго ждали. И вот это все. Вот. Будет встреча. Как она пройдет? Ну, весело пройдет. Посидите где-то. Весело будет, выпьете, поболтаете, поговорите обо всем. Может, еще и танцы даже будут. Ну, как бы медленные танцы. Кстати, хорошо было бы, да, вот, кстати, вам куда вы пойдете, не знаю, но здесь лучше не кино, а вот кафе, ресторан. Еще, если там есть, можно потанцевать, вот классно было бы. Так. Может, день рождения еще, если у кого-то, тоже классно. Если какое-то вот такое вот мероприятие дружеское, там тоже хорошо. В общем, пройдет весело. Но что-то как будто... Ну, вы как будто что-то не знаете. Или что-то вы не знаете. Ну что? А там узнает она? Узнает?
что... Нет, здесь какая-то тяга будет. Здесь какая-то тяга будет к человеку, потому что будет человек интересный, загадочный. Вы о нем не будете все знать. Может быть, и вы о себе не все рассказываете, да, и он тоже не до конца о себе все говорит. И от этого будет какая-то таинственность, притягательность такая вот. Захочется все узнать. Но у него есть какие-то свои определенные правила, которыми он следует в отношениях. И у него какие-то свои есть заморочки. Не знаю, что это значит. То есть у него есть такое определенное, что вот он привык так, например, чтобы было в отношениях или в общении с девушками, или вот в семье. Ну, какие-то вот у него есть такие принципы, к которым он привык. И они вам могут не понравиться. То есть что-то такое, то есть может быть он может повести себя легкомысленно как-то, да? Несерьезно. Ну, так вам покажется. Ну, просто, может, хочет отдохнуть, потому что будет, ну, весело пройдет. Весело, общение, вот это все, встреча. Но вы можете увидеть в нем, знаете, как будто он несерьезный. Что-то не то, как будто вы можете сомневаться. А он на самом деле серьезный. Серьезный дядька. Ну, или там кто там. Он серьезный парень, да. Вы для него очень притягательная, как будто, да, но в то же время недоступная. Может быть, из-за расстояния. Может, вы ему что-то не разрешаете. Из-за этого могут отношения медленно развиваться, видите? Как будто невозможность из-за расстояния возможно. Не могут отношения развиваться. Встреча, смотрите, вы на этой встрече можете, кстати, поменять, вы можете быть к нему настроены в начале, да, так, знаете, жестко, типа, там, сейчас я тебя буду проверять, как ты себя ведешь, там, все дела. То есть, да, ну, с ним начнете общаться, расслабитесь, потому что будет так легко, так спокойно, да, и поменяете свою энергию, то есть все, как-то вот свою вот эту бронь так отложите, скажете, ну, давай, ладно, поржем, посидим, поболтаем, давай, да ладно, не буду, ну, то есть как-то проще станет. Извините, что такие слова, но как будто вы сначала будете его так строго смотреть на него, да, оценивающие, а потом расслабитесь, как-то успокоитесь нормально. Хотя, видите, вы почувствуете, что он слишком как-то легко относится к этому, хотелось бы посерьезнее. Вы можете, кстати, очень много думать после этой встречи, общаться ли с ним или нет. Ну, то есть продолжать с ним общаться. Может быть, вообще с ним не общаться, а может быть, съездить к нему теперь. Вот так вот у вас будут сомнения, вы вообще не будете знать, что делать. Ну, короче, вот так вот у вас будет в голове. Насчет него вы так не определитесь после этой встречи, я так думаю. Да, так и будете. Ну и он тоже, видите, как будто и он, и вы, этой встречи мало. Это мало этой встречи. Ему больших трудов стоит вот приехать. Он приедет, больших трудов. То есть сначала, да, не будет получаться, что-то там нужно будет разруливать, но он приедет такой, знаете, на эмоциях, что у меня получилось. Но тяжеловато ему, конечно, нелегко вот этот приезд ему дастся. Никак не можете встретиться, много работаете. Блин, а когда же вы встретитесь-то? Карты говорят, подожди, в ноябре подожди, в декабре подожди, в январе подожди, в феврале подожди, в марте. Март, апрель, май. У вас как-то развитие ситуации март, апрель, май. Вы можете встретиться, там будете решать, что делать. И в мае вот вы можете начать что-то такое вот интересненькое. Как будто долго не будет получаться у него приехать.
Да в ноябре тоже может возможность же быть. Все, тут уже карты что-то не то стали. Все так. Может, на другой колоде глянем, чтобы узнать хоть, ну... А то получается не скоро. Встреча-то не скоро будет. Встреча будет. Я хотела к Новому году, но что-то карты говорят, что-то нет. Позже, говорят, позже. Что-то сильно позже. Блин, ну в декабре может неожиданно, конечно, получиться. Но не знаю, тут в декабре получается, что не получится. Непонятно. Короче, не ждите, как придет, так придет. Нет, на этой колоде показывают, что может резко неожиданно получиться, так что вы, ну, будет возможность приехать в декабре. Но это не факт. Резко, неожиданно как-то. А на этих колодах, ну, на этой колоде не показала. А в ноябре будет шанс, но, наверное, не получится. В декабре еще будет возможность. Вообще в ноябрь-декабрь получается тут у него. Ну, скорее всего, в декабре, да? Ноябрь, декабрь. Декабрь может получиться, но здесь почему-то, если только резко, вот именно, что если только неожиданно. Потому что здесь как будто не будет получаться. В общем, как приедет, так приедет, но приедет. Приедет. Да, нужна встреча, и не одна. Ну, после первой, конечно, уже поймете, нужна ли вам еще встреча или нет. Потому что будут страхи доверять, не доверять человеку. Доверять, то есть непонятно. Непонятно, да. То есть не хотелось бы уже как вот, чтобы было больно, да. Хочется, чтобы построить нормально, чтобы стабильность была. Чтобы быть уверенной в человеке хочется, чтобы быть уверенной. Да, чтобы знать, стоит ли бороться за это или не стоит, или отпустить, как бы, ну. Будет встреча, узнаете все. Пообщайтесь, будете общаться. Подсказка для Валерии. Посмотрим. Подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Так, значит, она для опыта, что ли? Ну получайте наслаждение. А вообще он для любви. Как будто вот. Так что, ну, приедет отдыхать, отдохните. Вот, ну, как бы вот. Смотрите. Так что так, Валерия, давайте для Анет смотрим сейчас. Спасибо, Валерия. Анет. Смотрим про человека, Анет, да? Вам он навредить не способен. Это Анет. Смотрите, этот человек вам навредить не способен был и сейчас, и в будущем он не будет вам способен навредить, потому что у него какие-то свои в голове заморочки, под которые вы не подходите. Вы для него просто не та, кому можно навредить. То есть даже и не стоит. Нет, у него не было таких мыслей даже. Он вам вообще не способен был ли он вам навредить? Нет. Нет, категорически нет. Не способен был навредить. Почему такая информация про него? Да просто эту информацию, кстати, пустили не женщины, а мужчина. Эту информацию пустил мужчина, это утка, это сплетни, утка, это неправда. Может, он приревновал свою девушку, не знаю, может, он что-то такое. И какой-то мужчина пустил слух.
Причина, ну да. Может быть, какая-то девушка им восхищалась, его подружка или кто-то знакомый, он имел на нее виды, да, и вот он там придумал что-то. Вот нет, этот слух пустил мужчина, и это неправда. Да, клевета. Нет, тут такой, знаете, со своими человек, со своими такими вот, у него есть внутренние правила и границы, которые он не будет нарушать. Вот. Да, и для него женщину чужую трогать, смотрите, ну как бы это под запретом, ну как так вообще, ну то есть нет, такого нет. Я говорю, это просто какой-то мужик приревновал свою или не свою, или другую, на которую имел виды. И, в общем, вот что-то у него там затуманило ум, рассудок, и он решил вот так вот это все сделать. Возможность, видимо, была, кстати, он при деньгах, этот мужик денежный, с финансами все нормально. Вот он и что-то вот сделал так. Ой, вот. Заказ от кого-то, да. О, ничего себе. Нет, это какое-то, это утка, это вранье и клевета, и вообще хрень полная. Ну, вы знаете, вот лучше не связываться с теми людьми, у кого есть большие деньги. Если там им что-то не так, все, они со своими деньгами могут сделать все, что угодно. То есть тут я даже не знаю, как тут надо спросить лично у человека. И то даже не знаю, как это, ну как-то вот. Да, человек не получил то, что хотел, позавидовал. Ну и тут не один слух, тут много-много ложной информации какой-то. Решили так, типа, ну не знаю, самоутвердиться, отомстить или ну, из зависти. Помутился рассудок у человека из-за чего-то. Может, приревновал, говорю просто. Так, какой-то мужик. Мужчина. Как опять выходит мужчина. Мужчина, он мужчина. Здесь так. На вас это никак не влияет и не влияло, и никак вообще к вам не относится. То есть у вас все нормально, все хорошо. У вас тут легко и благоприятно. Так что вот, никак к вам вообще не касается вот это вот. И не касалось, он вам ничего такого нет. Вообще ничего плохого он вам не мог сделать. Вы от него ушли только с приятной легкостью в теле, как бы вот так вот. Все, ну вот. Так что как он к вам относился? Ой, слушайте, он знал, какая вы. Он знал, что вы знаете то, что не знают другие. То, что у вас интуиция хорошо работает, и какие-то тайные знания вы знаете. То, что не всем девчонкам это дано, а у вас это есть. Да, вот не всем людям. То есть, да, он хороший, да, он видел вас, вот именно вот эту вот, знаете, таинственность, женственность и вот эти вот знания, которыми вы обладали и обладаете. То, что вы можете это развивать, то, что у вас это есть. Он это видел. Верховная жрица, да вы что он вообще прям все знает, можно сказать, про вас. Сам такой же, понимаете? Он сам такой же, он верховный жрец выпал, вы верховная жрица, то есть вы друг друга прям вот понимаете, вы на одной волне. Вы можете ничего не говорить, он может ничего такого не говорить, вы чувствуете вот это вот. То есть с ним общаться, конечно, вы, наверное, были прям вообще легко с ним общаться было, и ему с вами комфортно, вы как-то на одних энергиях. Вот. Все мои мысли читал, понимал. Ну вот вы прям вот как вот одинаковые, я не знаю, как вот из одной стаи, да, как два льва, да, когда понимают друг друга уже по взгляду, такая, что ты тут на мою территорию, там, типа, что, ну, то есть, как бы вот из одной вот вы одной энергетики, из одной семьи, как будто вы понимаете друг друга. Так что все нормально. Все нормально. То, что в интернете не смотрите, ерунда. Я говорю, так любого человека можно просто из-за зависти обидеть.
Да. Так что так. Хороший он, хороший. Но у него из-за этого многие мечты, видите, разрушились, кстати. Он чего-то хотел добиться, и у него вот из-за этих вот, из-за этой фигни всякой, он думает много чего поменять. Он, конечно, думает о том, чтобы бороться, но хочет, видимо, поменять, может быть, свою дислокацию. Или думает переждать, как это все решится. Да, вот или переждать и бороться, или свалить вообще и все, как бы, ну, просто, ну, это тоже. Ну, а что человеку дальше делать? Вот и строить дальше заново все это, свою жизнь восстанавливать потихоньку, строить опять. Наладили внутреннее состояние. Да, потому что он прям хорошо чувствует. Он как вот жрец, как мудрец, который, знаете, он такой человек, который, если у него не спросите, он может и не сказать. Но если вы спросите, у него очень много знаний, он может все рассказать, он очень, очень много знает, у него очень большой опыт. То есть он такой, ну, мудрец, старец как-то, ну, у него вот такое вот у него. Очень-очень большой опыт. Интуиция тоже развита и тоже много чего знает. Так что не переживайте. Не переживайте на него из-за вас. Все у вас там нормально, в ваших энергиях, в вашем общении, все нормально. Все было хорошо, и человек хороший. Так, подсказка на ваш вопрос. Извлекайте из опыта позитив. Видите? Ну, это определенный опыт. Извлекайте позитив. Позитив. Чему это вас научило? И идем дальше. Смотрим, чему это научило, и вперед. Спасибо вам, и вам спасибо, Аннет. Спасибо большое за вопрос. Сейчас донатики еще гляну, потому что здесь еще донатик. Надо ответить. Вот. Давайте для Ольги. Оля, сейчас рассматриваем. Ой, ну девочки такие девочки, да? Его мысли о вас. Будет ли еще у вас встреча, общение? Сейчас посмотрим. Его мысли о вас. Я сейчас отправлю доната. Хорошо, Аннет. Сейчас мы для Оли смотрим. Так, смотрим для Оли. Так, будет ли вообще у вас общение с ним? Будет ли еще у вас общение? Ну, тайное общение, чтобы никто не знал. Будет. И здесь будет инициатором мужчина. Мужчина будет инициатором. Но это будет тайное. Тайное, под покрывалом. Никому не скажем. Ну, такое, да, что-то мужчина от него. Его мысли сейчас о вас. О, он очень много думает, кстати. Вы как-то так отреагировали, с ним поступили, да? Вот это то, что вот у вас произошло. Он очень много думает. Вы заставили его много думать о себе, об этой ситуации, вообще, что такое происходит, и что делать. Он очень много думает. Что он думает, как же с вами классно, ну как же с вами хорошо было. Почему вы все это в прошлом оставили? Он думает, как же было классно. Ой, как же она меня любила там, да, вот такое все, как вот такое вот. Любовь. Прям с головы до пят. Как же классно было. Вот такие мысли у него. И почему это все прошло? Почему это в прошлом? Он очень об этом думает. Смотрите, ну было классно. Он не понимает, почему это все прошло. Он теперь думает, как бы, ну и что, и как. Он думает, ну, как бы все, это не нужно, это тянет, но надо как бы связь уже оборвать. Думает вот так вот. Сможет ли он оборвать? Но на какое-то время будет затишье. Но потом он не сможет оборвать связь, он придет, он обернется. Он думает, что, наверное, не нужно, но он придет.
В мыслях у него только вот это ваше прошлое, вот это вот отношение, страсть, любовь. Ух! И думает, ну почему все-то, почему нет? Потом думает, да, наверное, надо это прекратить. А потом, нет, я не могу, нет, ну надо. Потом будет долго думать, сомневаться, потом все равно придет. Ну, то есть будет встреча все равно. Вот. Какое будет общение у вас? Ну, один будет закрываться, а другой будет пробивать оборону. Один будет закрывать, другой нет, а другой будет пробиваться. Один закрывается, другой пробивается. Ну, будете работать над отношениями, будете еще общаться, и свидание еще у вас будет, романтик будет. Все-таки через какое-то время вы можете сорваться, да, и у вас будет очень страстная встреча. В мыслях у него много страсти, желания вот такого вот у него. Прям вот. И он не может успокоиться, что как бы все, как это все? Нет, я не согласен. Потом думает, ну да, может быть, стоит так, ну, может быть, пойти на поводу у вас, да, стоит. Нет, так нет, ладно. А потом, да нет, ну как так? Я не согласен. Как бы тут он борется. Ну, в общем, он много о вас думает, очень много. Вот. Он может сначала как-то к вам зайти, вам не понравится, вы его отправите, скажете, что это что такое было-то, и вы его отправите, он расстроится. Не получится у него с первого раза, потому что он что-то такое сделает, что потом будет думать, блин, не так надо было сделать, вот зря я так, не нужно было. Что-то сделает, потом сам на себя обидится. Не на вас, не на вас, что вы его там отшили, там, да, что-то наругали, там что-то. На себя расстроится, что не так я что-то сделала, ей не понравилось, не так надо было. Чтобы сделать правильно, он будет наблюдать за вами в соцсетях и будет вспоминать все те слова, которые вы говорили, о чем вы мечтаете, что вам нравится, что вам хотелось бы, или будет искать это на страничках где-нибудь, что вам нравится. Да, чтобы зайти потом по-другому, как король, такой, так, я сейчас все сделаю, все будет, я тут, я банкую, короче, ну, короче, не знаю, что такое, какое-то известие от него, известие, вот потом первый раз не зайдет он, да, второй раз, смотрите, какое-то известие вы получите от него, вам понравится, во второй раз, как он зайдет, подготовленным уже, вам понравится. Вот тогда, наверное, у вас и произойдет такая встреча. Ну, посмотрите. Вот. Как бы, ну, вот так вот будет. Будет так. Ну, вы не на шутку ему там скружили голову. На данный момент прям много думает. Сейчас подсказку. Для Ольги подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Что вы горячая штучка. Так хочешь сказать, не знаю почему. Ничего не знаю, это он, это не я. Вот. Так что вот так вот. Спасибо, Ольга. Вот такой вот мужчина у вас. Такой вот, много мыслей о вас. Донатики дальше смотрим. Его мысли. Анет, потом Светик. Анет, его мысли. Так, что он сегодня о вас думает? Сейчас. Так, что тут это у меня выходит? Он хочет, карты перевернулись, в общем, так я думаю, как же их прочитать. Он хочет официально с вами оформить отношения на всю вечную жизнь долгую и как бы и все, но он чего-то боится, видите, у него страхи, что это все почему-то еще так долго-то. Хочет серьезных отношений, оформления хочет.
чтобы потом долго и счастливо, вот долго и счастливо, вот эта домашняя рутина, которая для некоторых рутина, а для некоторых кайф, когда видишь друг друга каждое утро на кухне, завтраки, ужины, вместе спать, вот это для него кайф, прям идеально. Быть вместе, когда вот муж и жена, и все делать вместе. А почему он боится в него мысли? Потому что он боится, что может кто-то вам предложить свою любовь, кто-то другой может предложить, и вы можете ему поверить, а он может вас обмануть. То есть он вот так вот переживает вот за вас. Очень не хотел бы, чтобы вы подвисли на каком-то новом мужчине. Чтобы какая-то страсть, чтобы кто-то к вам воспылал, чтобы вы, не дай бог, воспылали там страстью к кому-то. Какие-то даже если несерьезные отношения, нет, он это гонит прочь, он вообще помрет, мне кажется, от сердца будет разбито просто, если... Но он этого очень боится, понимаете, он надумывает себе разные мысли, то, что вот... То есть вот, ну как... Хочет очень классного всего, стабильного, что вместе, и очень боится вас потерять. Так вот. Пойду его успокаивать. Таро тоже это подсвечивало. Да, затягивается решение, поэтому переживает, очень переживает, переживает. Вы для него, как, я не знаю, как воздух. Как воздух, он просто хочет и днем, и ночью, и всегда, чтобы вы были рядом. Чтобы он открыл глаза, а вы рядом. Чтобы закрывает глаза, а вы рядом, обнимает. То есть всегда, чтобы вот вместе. Для него это кайф просто. Он боится очень вас потерять, он боится, что вы можете там, ну кто-то там будет рядом вокруг вас, трясти, как павлин своим хвостом, и там может вам понравится, не дай бог, как бы вот. Успокаивайте, конечно, да. То, что вы на расстоянии, конечно, тяжело. Как его успокаивать? Но скажите, что никто не понимает вас так, как он. И вообще все до него вообще не доросли еще до такого, как он. То есть проявляйте гибкость в зависимости от его настроения, да, и как бы вот и общайтесь, помогайте ему вот, восстановить это вот веру. Что, дорогой, ты выиграешь бой, ты лучший, ты лучший. Они там вообще ничего не стоят, они как бы... Мне с ними скучно, мне не о чем с ними поговорить. А вот ты у меня там, да, вот ты герой, ты там вот, то есть, что он победит всех, дайте ему такую уверенность. Если даже кто-то будет рядом, да вы даже не посмотрите, что вообще вы только его видите, что в любом бою, в любом там, не знаю, с любыми конкурентами вы выберете только его, он выиграет в любом случае. Других и шансов нет, вот так вот. Да, что вы будете его ждать, даже если он на расстоянии, будете ждать только его. И когда он придет, то вы его там просто зацелуете, заобнимаете, и вот просто страстью горите, хотите с ним. Да, вот вы его стабильность вот эту вот восстановите. И вот тогда вот он успокоится. Должен знать, почему он об этом переживает. Он очень чувственный, он старается чувства свои вот эти скрывать, что он очень чувствительный, очень такой, он очень хорошо чувствует. Он чувствует, что расстояние, они не способствуют отношениям, они могут как бы тяжело людям некоторым переживать вот это вот расстояние, когда люди далеко, понимаете? Вот он, может быть, у него такой опыт уже был общения с людьми, с которыми долго не общаешься, даже друзья, да, с которыми долго не общаешься, а потом теряет связь, да, как бы вот. Вроде все классно, лучшие друзья, а потом бац, связь теряется, да. Как-то вот он, ну, такой, может, опыт был, и он боится, что, может быть, и на отношения это придет. То есть он очень такой, ну, чувствительный, переживающий такой вот, особенно о вас. Да, он очень хотел бы быстрого развития событий. Видите, он очень хотел бы быстрее, чтобы ваше счастье было, чтобы вы были вместе. Хотел бы быстрее просто реализовать. Его самого тяготит вот эта ситуация, что это все долго длится, оттягивается.
Накручивает, да, накручивает, да. Он очень чувствительный. Ну, тяжело, да. Но это пройдет, он справится. Карты показывают, что это тяжелый период, он закончится. Ему очень-очень тяжело сейчас, но это все закончится, и он справится. Сила у него на это есть, он все разрулит. И что вот то, что вот свидания у вас нету, то, что вы не общаетесь, это тоже ситуация, она закончится. Она закончится. Для чего она дана вам? Для того, чтобы вы его дождались. Она дана вам для того, чтобы вы не ходили на гулянки, а ждали его. Как будто для чего она? Как будто она дана не ему, а вам. Чтобы вы не ходили где-то что-то там, не гуляли, а ждали. Сказали, вот меня там где-то что-то зовут, я жду тебя. Не знаю, как будто чтобы вы научились отказывать каким-то мероприятиям. Куда вы не хотите идти, например. Вот. Чтобы вы научились отстаивать свое. То есть я вот это хочу, а это не хочу, это будет мое. Да, чтобы вы научились бороться, отстаивать и ждать. И тогда вы получите прям максимальный приз просто. Ну тут так вот. Не накручивайтесь. Ни он, ни вы. Так, держитесь своего курса. То, что задумали. Что все получилось. Что он еще думает о вас? Смотрите, что вы его девочка, и он о вас мечтает. Он о вас думает постоянно, день и ночь. Совсем домашний, сидите дома, много времени для творчества. Вот, кстати, вот он очень много думает, вот очень просто. Он хочет закончить все на своей работе, чтобы все закончить этот проект, этот вот, какой-то промежуток времени в работе закончить хочет уже. Ему там вроде как хорошо, все нормально, но он хочет к вам хочет. Чтобы вы его обняли своей нежностью вот этой вот его прям укутали. Вот здесь так вот. Много о вас мечтает. Очень много. Сейчас еще посмотрю подсказку. Вроде бы смотрели, не знаю ничего. Так, подсказка для Анет. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Это насчет того, что для творчества много времени. Творите, короче, творите. Спасибо, Анет, за ваш вопрос. Вас тоже благодарю. Пусть у вас все будет хорошо. Для Светика смотрим. Перспективы отношений до конца этого года. Перспектива отношений до конца 2024 года. Смотрите, Светик. Интимные отношения во всей красе. Просто море удовольствия там на короткий промежуток времени, а потом может быть разочарование. Поэтому вот такие перспективы отношений. Перспективы отношений, когда страсть, когда тянет, а последствия будут. Поэтому потом аккуратно здесь надо. Перспектива — это то, что у вас может быть интимная связь, притом тайная. Почему-то тайная, не знаю почему. Нельзя будет кому-то что-то рассказывать. Нельзя будет рассказывать об этих отношениях. Какой-то женщине нельзя будет рассказывать. Может, его маме. Не знаю. Но вот какая-то страсть с ним возможна, но как будто она должна... Никто не должен о ней знать. Никто не должен будет о ней знать. Может быть, вы захотите такие отношения. Да, когда он приезжает и уезжает, когда он приезжает и уезжает, и никто об этом не знает. То есть не будете афишировать отношения. Здесь просто страсть. Такие отношения у вас возможны.
Вот. Он любит себя больше в ваших отношениях. Себя, свою семью. Себя любит больше. Любит ли он вас, я спросила, выпало. Кого он любит, это себя. Чтобы ему себя, свою семью. Пока что так. Пока на вас только страсть распространяется и зависимость такая вот, что к вам тянет. Пока что тут любовь нет. Страсть. Страсть. А у вас к нему есть чувства романтические. Как бы вы хотели бы с ним пофлиртовать. Ну да, у вас, возможно, ну вот у вас, Светик, возможно, с ним периодические встречи время от времени. Это как бы вот, как говорят, да. Ну или вы будете встречаться тайно. Ну или встречаться тайно, больше никак. То встречаться, расставаться, встречаться, расставаться, встречаться, расставаться, встречаться, чтобы получить удовольствие, дальше разбежались. Опять встретились, получили удовольствие, дальше разбежались. Вот такая вот несерьезная как бы связь для получения удовольствия взаимного. Здесь так вот. Такие отношения у вас возможно. Когда вместе хорошо и классно. Но на этом все. Да, легкие отношения, ни к чему не обязывающие, никто никому ничего не должен. Повеселились, вместе классно время провели, каждый получил, что хотел, все, разбежались, весело и вот с удовольствием. Как-то вот так. Такие вот отношения. Несерьезные отношения, легкие, несерьезные, возможно, тайные, может, кому-то нельзя будет говорить. Ну, как бы вот так вот. Такие вот отношения только. Больше тут ничего не показывают. Тут прям уже много карт об этом говорят, что несерьезные отношения, легкие, интимные, страстные, но несерьезные. Как бы вот. Удовольствие можно получить, да. Поэтому будьте аккуратны. Вот. Здесь так. А, выход в люди запланирован. Но вот кто-то вот, не знаю кто, но кто-то не должен знать, кстати, вот в ваших отношениях. Если этот человек узнает, давайте посмотрим, если человек узнает, что будет? Все закончится. В общем, какой-то человек, если узнает о ваших отношениях, потому что вот тут вот выпадали эти карты, я думаю, почему, кто этот человек? Какой-то человек, какая-то женщина не должна знать о ваших отношениях. Что-то тут, если она узнает, то что-то рухнет, закончится, или общение закончится, или что-то, может быть, какая-то знакомая, которая имела виды на него, или что-то, знаете, такое вот. То есть она узнает о ваших отношениях, и все. С ним конец, как бы все. То есть она будет уверена, что теперь у него кто-то есть. Возможно, если такой вариант есть. Даже если какая-то женщина не должна знать. Возможно, она имела виды на него. Кто-то на него, возможно, имел виды. Хотел быть с ним вместе, намечтала, может быть, себе что-то, да. И вот она уйдет в сторону. Она уйдет в сторону. Да. Да, у нее страхи, сомнения, нерешительность появится. И долго-долго ее не будет слышно и видно. Как будто так. Она не будет проявляться. Не знаю, кто это. Говорю, может, это может быть... Это может быть как и мама, да, которая, может быть, хотела с кем-то его познакомить другим, но она не будет вмешиваться. Или какая-то девушка, которая тоже хотела быть с ним, но он тоже потом перестанет, если узнает. Нужно вам разглашать ваши отношения, да, если будете встречаться, то давайте прямо разглашайте. То есть по магу, да, ну как бы пусть знают все, если выход в свет, то да, пусть знают все. Тогда вы долгое время будете контролировать ситуацию. Пусть знают все, да, о том, что мы вместе. Да. Поэтому, значит, эта тайная карта была показана, что кто-то еще в нем заинтересован. Какие-то планы на него. Ну, эти планы все рухнут, все закончится прям резко. То есть все, уже ничего быть не может.
Вот. Если кто-то глаз положил, губу закатает обратно. Ну, здесь так. Но пока что вот у него тут больше страсти. Страсть, 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 страсть. Поэтому, ну, вас тянет друг к другу. Вы еще какое-то время, мне кажется, так и будете общаться. Если вы что-то планируете с этим человеком, то вы тут не можете как будто отказаться, потому что, ну, такой соблазнительный кусочек, как бы вот, ну, так вот дьявол умеет соблазнять, да, но потом смотрите о последствиях обязательно, аккуратнее. Все, тут больше ничего такого не говорят. Тут уже пошло то, что что-то работа, не работа, уже что-то другое. Нет, уже не то. Ну, до конца этого года так что будете купаться в страсти, встречаться, расставаться. Отношения могут развиваться, кстати, слишком быстро, и вы захотите подумать об этом. Но это потом. Но это как возможно еще. Да, какая-то женщина не сможет больше думать о нем. Так, подсказка на ваш вопрос. Настройтесь на удачу. Настройтесь на удачу. Делайте так, как хотите, короче. Как задумали, так и делайте. Да, до конца 2024 года вы, в общем, уверенно можете делать то, что вы хотите. С этим человеком вас ждет успех, и если вы хотите страсти, то давайте вперед, 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 вперед. Не нужно бояться, даже если вы чего-то не видите, вы победите всех остальных. Даже не зная об этом, вы можете победить всех конкурентов, кто там на него запал, возможно, так. Так что вас тоже благодарю, Светик, за вопрос. Так, у нас вопросики закончились, сейчас будем смотреть комментарии. Так, сейчас посмотрим. Конфетка у нас была, потом Лидик. Лидик, подсказка на человека. Для Лидика смотрим. Подсказка на человека. Ту-ду. Будьте осторожны в словах. Смотрите, этому человеку нельзя все говорить. Будьте осторожны в словах. То есть он может вашей информацией, вашими словами потом против вас воспользоваться. То есть аккуратно, аккуратно. Не давайте ему все в руки. Но вот, будьте осторожны в словах. Для Марии. Мария 29. Подсказка насчет Виктора. Поссорились, да? Сейчас посмотрим, что скажет. Для Марии подсказка. Не старайтесь угодить всем. Ну, то есть, как бы, ну, не старайтесь угодить ему. Это не получится. Мария. Не нужно быть хорошей для всех. Помните, вы всегда самые лучшие, даже если у кого-то другое мнение. Так что вот так вот, вот так вот. Не нужно ему ничего доказывать. Поссорились, поссорились. Это он там себе что-то напридумывал. Мария, посмотрим. Подсказка. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно. Так, для Марии смотрим. Отправься в путешествие, увидишь что-то новое, попробуешь что-то новое, пообщаешься с интересными людьми. Ничто так не радует глаз, как собранный в отпуск чемодан. Отдохнуть вам надо. Куда-то прям вот взять и поехать резко так. Отдохнуть. На природу, возможно, даже. Так, для Марии послание из будущего. Не зацикливайся. Отпусти ситуацию. Все разрешится наилучшим образом.
Я думаю, мне кажется, он сам к вам придет еще. Я не знаю, чего вы заморачиваетесь. Ну ладно, в общем, такие вот подсказки. Спасибо вам, Мария. Так. Так, тут девчонки про донат спрашивают. Донатики мы уже все поотвечали. Анна Баирова, подсказки. Так, Анна Баирова, смотрим. Оставьте новые дела на потом. Так, доделывайте, давайте свои дела какие-то. Какие-то еще не доделали. Оставьте новые дела на потом. Анна Баирова, смотрим, подсказка. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Ну, в общем, распределяйте время так, что нужно что-то доделать, но в то же время и отдохнуть. Вот, как бы новое не начинать. Анна Баирова, смотрим. Ой, смотрите, я мешала. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно. Я мешала много раз. Я уже вытаскиваю сверху и снизу, откуда только. И все равно эта карта. Видимо, значит, все возможно. Так, Анна Баирова, смотрим. Остановись. Перестань строчить сообщения. Перестань следить. Перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. Это может быть не только мужчина, но и женщина. Не знаю почему, но вот как бы вот так вот. Анна Баирова, послание из будущего. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Сейчас я в донатике вернусь. Тут еще один донатик. В 2025 году. Сейчас посмотрю. Для Светика вопросик смотрим. Так, что-то веселье какое-то. Веселье. Ладно, оставим это. Потому что весело время провести. Много веселых и хороших встреч, в общем, когда будет классно и весело, и в компании друзей, в том числе и вместе. Перспектива отношений в 2025 году. У вас будет продолжаться страсть по дьяволу. У вас, кстати, в этом году выпала эта первая карта перспективы. И перспективы в 2025 году те же самые будут. То же самое, будет тянуть, будет классно вместе, наедине, будет супер просто. Искры будут лететь, будет тянуть, тянет почему, не знаю, хочу именно его, хочу именно ее, больше никого не хочу. Вот, здесь будет вот страсть, желание, зависимость такая прям, что все не могу. Хочу видеть рядом, хочу трогать, хочу вот, чтобы рядом, вот можно было в любое время, что угодно там обнять, поцеловать, поговорить, увидеть, вот понюхать там, вот, чтобы рядом. Вот такие вот отношения. Еще какие? Будете много мечтать. Но не будете уверены, сможете ли вы реализовать эти мечты. Немножко сомневаться будете. Как будто захотите, возможно, куда-то поехать. Вот и это все касается ваших мечт. Вместе будете о чем-то мечтать, возможно, о переезде, о поездке куда-то, но не будет нехватка денег, как будто нет возможности. Хотим вместе жить, хотим поехать куда-то в другую страну, возможно, но денег нету. Желание есть, мечты есть, денег нету. Как будто влюбленный мужчина сможет реализовать все ваши вот эти мечты, которые у вас будут совместные, притом совместные мечты вашего будущего. Мужчина, вот он сможет реализовать. Сможете ли вы реализовать то, что денег, да, вот не будет хватать как-то чего-то?
возможно, документов каких-то, мужчина сможет реализовать. При том, что он будет уже влюблен в вас. В 2025 году тут уже любовь его накроет, и он сможет уже делать такие действия ради вас, мужские такие действия, что вот я сделаю, да, я смогу. Я хочу этого, я сделаю, да. И тут так вот. Здравствуйте, у меня Анна Баирова, да, у вас был, там промотайте. Подсказки как раз на вас остановились, по-моему. Ой. Страсть перерастет в любовь, короче, здесь Светик. Ну, тут прям классно то, что мечты сможет он реализовать, взять просто все в свои руки и сказать, что да, мы справимся, все нормально, заработаю. Но здесь не будет равнозначного обмена, здесь нет. Кто будет больше вкладываться, сейчас посмотрим. Он будет больше вкладываться, он будет больше вкладываться, он будет стараться. Здесь как-то он больше вкладывается в ваши отношения. Он будет больше вкладываться, будет большего хотеть, больше. И насчет финансов он будет искать, где денег достать. Возможно, вы захотите переехать, потому что здесь деньги на переезд. Возможно, вы захотите сменить локацию, потому что здесь куда-то уехать. Куда-то уехать захотите. Так что так. Ну, вас может расстраивать, я не знаю, почему так вышло, что вас может расстраивать? Вас может расстраивать такая информация, что вы уже не свободны, что вы не сможете принимать ухаживание других кавалеров, и вы уже не завидная невеста, а вы уже не свободная женщина, девушка там, да, вот не свободна. Вас это немножко будет расстраивать, потому что, как-то, наверное, вы хотели бы больше свободы. А здесь уже много чего нельзя будет. Нельзя, никаких тайных отношений с другими мужчинами заводить не сможете. Нет, 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 это запрещено. С несвободными мужчинами тем более, это вам и не надо. Только будете строить отношения вот с ним. Медленно, но зато стабильно. Будете идти к своей цели с ним, да. Даже если придется какое-то время чем-то пожертвовать, да, возможно, ну, если сильно много не сможете гулять, когда решите откладывать деньги на переезд, но это временно, даже если вам придется пооткладывать деньги, например, полгода, да, это пройдет, и вы накопите. Здесь как-то нет такого запрета или нету таких преград, что вы не можете куда-то поехать, переехать. Вы сможете начать с ним новые отношения, то есть новый этап, куда-то поехать, вместе жить, на новом месте. Как будто у вас пропадут иллюзии насчет любви. Насчет какого-то выбора. Что можно... Вы, знаете, как будто вы раньше сомневались, ну вот, а в 2025 году перестаньте сомневаться. Как будто вы вот раньше сомневались в том, что можно сделать правильный выбор, когда доверяешь своему сердцу. Когда вот нравится человек, да, и вы сомневались, что можно сделать правильный выбор, что нужно думать головой, а не сердцем, тогда будет правильный выбор. Вы потом поймете, что нет, как бы головой думать не надо, нужно сердцем думать, и тогда будет правильный выбор. То есть как будто вы поймете это в 2025 году. То есть тебе хорошо с человеком, то тебе хорошо с человеком. Не надо просчитывать наперед. Там, как с ним будет. Не надо думать, что вот он богатый, мне с ним будет хорошо, например. Нет, надо, вы поймете, что надо думать, что он мне нравится, я его люблю, и я хочу быть с ним, да, и мы все вместе там добьемся. Как бы, если у нас чего-то нет, у нас будет это. Вот так вот, как вот поменяется немножко мыслительные такие вот ваши процессы, мысли.
Будете ли вы счастливы с ним? Да, смотрите, будьте счастливы. Много разных событий будет счастливых с ним. Очень много. Много-много-много событий. Движения много, поездки, вот, возможно, переезд, да. Но что-то такое будет, что вы будете очень довольны. Что-то он такое вам может принести в вашу жизнь. Вы будете очень довольны. Да, с ним возможно отношения, возможно даже рождение ребенка, если вы хотите, возможно счастливые отношения, где вы можете почувствовать себя с ним как ребенок, когда женщина может расслабиться и покапризничать. Все такая. Капризничать могу. И он, ничего, все нормально, капризничай, как бы. Вот, он вам даст вот это вот, в эту возможность, как бы вот здесь так. Но пока все на страсти у вас. Ну и в 25 году тоже будет страсть безумная, тоже будет там все. Там просто, там вот, пробуйте все, что хотите, как хотите, что вы там, не знаю, с переодеваниями, с нижним бельем красивым, ну, прям, не знаю, фантазии. Да у вас не закончится фантазии, мне кажется, там. И романтические ужины при свечах, там все будет. То есть возможности есть, возможности очень даже классные есть. И как бы вот, я говорю, и получается тем, что вы заявите о ваших отношениях официально, все будут знать, и друзья, и все, и отпадут те, кто о нем там слюнки текут у кого на него, это как бы вот. Так что у вас могут хорошие отношения получиться, но здесь время покажет, конечно. Да, здесь, видите, нужно побороться немножко, показать, что да, вы этого хотите. Трудности решать вместе. Чтобы решить трудности, да, если у вас что-то будет тяжелое, там, да, какие-то, ну, всякое бывает в жизни, да, и нужно просто обсудить, больше ничего не нужно. Вы это обсудили, да, и все, и вы решили, как действовать, и все, и вы это сделали. Здесь как-то нету таких прям глобальных трудностей. Просто если что-то есть, да, ну, обсудили, поняли, как действовать, все сделали, все решили, нет никаких трудностей. То есть вот такое вот, то, с чем вы справитесь. Такое вот. Ну вот. Ну, возможно, вы еще чего-то не видите, закрываетесь, не хотите свою стабильность немножко. Ну, то есть вы не знаете, что там впереди. Вы не хотите, может быть, иногда думаете о том, что я не хочу ничего менять, неизвестно, что там будет. Да. Можете из-за чего-то расстраиваться. Но события начнут развиваться быстро. Сомнения уйдут. Ну, вы знаете, вы как будто обретаете уверенность просто. Вам здесь не нужно бороться за признание, что ли, себя. Вам не нужно бороться. Вы такая, какая есть, нравитесь. Вам просто нужно наслаждаться. Наслаждаться. И разнообразие просто нужно вам. Все. Здесь так получается. Подсказка на ваш вопрос. Подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Что будет, если вы будете с ним? Опять же, смотрите, карта какая. Любовь будет. Что будет? Будет любовь. Будет вам дарить подарки, свою любовь, нежность. Любовь. И денежки, кстати, будут у вас. Хорошие специалисты, да. Ну, десятка пентаклей, до полная чаша. Все у вас будет хорошо. Вы заработаете и купите все, что хотите вместе, в семейное. Вот это вот все будет у вас как надо. Вот. Так что, Светик, удачи вам, классно. Всех соперниц одним махом, хотя она там одна, ну ладно. Супер, супер. Вот. Так, давайте сейчас я пока чатик. Анет сейчас отправит, хорошо. Я сейчас чатик загляну, да, мы с вами посмотрим. Ой, только где я остановилась. Сейчас посмотрим. Любовь. Марии мы отвечали. Любовь теперь, да? Подсказки.
Любовь 38. Подсказки. Любовь. Давайте подсказка вам. Оставьте новые дела на потом. Ну, прям вот не знаю, почему выпадает. Уже некоторым, да, вот уже многим вышло. Оставьте новые дела на потом. Ну, что-то нужно доделать. Ну, год заканчивается, надо доделать. Хвостики свои все почищать. Так, любовь, подсказка вам. Прогоните прочь грустные и мрачные мысли. Начните мыслить в позитивном направлении. Все понятно? Наливаем кофеек или вкусненький чаек и позитивные мысли. Плохих мыслей нету, все. Оставляйте так позитивные. О, у меня же голова закружилась. Вы чего там? Что это за безобразие? Так, позитивные мысли. Для любовь. Любовь, подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Отпустите ее. И эмоции выключите на время. Ну или там, не знаю, если надо поплакать, поплачьте и забыли. Любовь. Подсказки для любовь. Любовь. Подсказки для вас. Остановись. Перестань строчить сообщения. Перестань следить. Перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. О ком вы там думаете? Хватит думать о нем. Подумайте о себе. Какая вы супер-пупер. Ой, у меня эта настройка вот настроилась камера. Любовь, вам послание из будущего. Смотрим. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени. Нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. Вот, кстати, да. Вот сейчас вот самое время действовать. Сейчас вот луна растет. Все, что хотите. Главное, не уходите со своего плана. Вы будете очень довольны, когда у вас все получится. Так, вроде бы всем ответила, да? Всем ответила по комментариям. Подсказки всем раздала. Сейчас донатики посмотрю. Аннет написала. Как сейчас ваши слова подействуют? Так, сейчас посмотрим, как сейчас ваши слова подействуют на него. Да, ему будет приятно. Смотрите, он сейчас в таких энергий, в таких эмоциях, когда он весь в себя. Он весь в себе, внутри, в мыслях. Он там весь вот думает, в думках, да. То есть вот, где тут эта карта? Вот тут отшельник. Он полностью погружен внутрь себя, вглубь. Он себя накручивает. Тут вы, солнышко такое, смотрите. Конечно, Конечно, ему будет приятно, он перестанет себя накручивать, он уйдет в эти романтические мысли о вас, любовь, наполненность. Вот тут просто, не знаю, будет очень приятно, ему очень-очень приятно. И вы его вытащите из какого-то мрака, из какого-то вот этого вот, куда он ушел, накрутил, да что-то напридумывал и грустит, и ему грустно и тяжело, он один. И тут вы... Как солнышко. Конечно, да, будет приятно, очень приятно. Любовь будет переполнять, он скажет, вот, она моя самая такая любимая, написала мне. Да, я теперь весь мир люблю и обожаю, да я тут все могу. Да. То есть у него и подъем сил, и энергии. И, кстати, захочет вас увидеть, возможно, по видеосвязи, надо будет вам встретиться, увидеться. Да, еще переписка начнется. Тут как бы, ой.
Знаете, вы дадите ему ощущение того, что вы его чувствуете, что вы его поддерживаете во всем, что бы он там ни делал, что вы цените то, что он делает, и что вы готовы его ждать, что вы продолжаете его ждать, что вы всегда его ждете. Вот. Да, что вот эта вот вся тяжесть, видите, у него будет там радость просто. Вот это вот тяжелое состояние, тяжелое вот это вот, когда вот он один, и когда вот тут вот у него все давит, и куча мыслей, и тяжело оно пройдет. Видите, он как станет радостно и легко, он уже будет думать о том, как вы встретитесь, уже, то есть переведет свои мысли в другое русло. Ну, тут, скорее всего, будете еще переписываться, да. Что, говорит, зачем я сам себя обманываю, зачем я себя накручиваю. Он просто того, чего нет, он сам себе накручивает. И из-за этого, говорит, я начинаю там болеть, мне тяжело, у меня начинаются головные боли. Вот зачем это я делаю, он будет думать. Да, он будет думать, лучше будет... Он решит, что лучше я буду думать о том, как я приеду, когда я приеду, и что будет, когда я приеду. То есть о поездке, как это сделать быстрее, как вы встретитесь. Видите, он свои мысли переведет в русло на поездку к вам, на встречу с вами, на мысли о вас. Когда вы встретитесь, вот как он приедет, как он вас там обнимет, ой, как это все произойдет, о поездке. Мысли переключат на поездку, на любовь к вам, на общение, будете еще переписываться, и вот приедет, очень хочет приехать, быстро, еще вчера, еще неделю назад, он давно уже хочет. Да, и очень много думает, что не получается. Но опять же показывает, что очень много мыслей о том, что не получается никак сделать то, что хочет. И зависит не от него. Эта ситуация такая, как бы это не только тут он, а еще обстоятельства вокруг не дают ему действовать. Вот. Он вас просто обожает. Он хочет вам столько всего сказать. Может быть, он и скажет, и напишет сейчас сообщение вам. Хочет сказать, как он вас любит, какая вы у него классная. И вообще, знаете, его переполняет. Он, знаете, сколько слов хочет сказать? Он вам хочет много слов сказать о том, какая вы... Не знаю даже, как сказать. Вы знаете его от и до. Вы знаете к нему подход. Вы знаете, когда что сказать. То есть вот это все. То есть... Много хотел бы он, что вы страстная, что вы желанная, что он вас обожает просто. Вы знаете, когда и что сказать, как его успокоить, как его поддержать. Да. Он любым шансом воспользуется, лишь бы только сократить между вами расстояние. Он, в общем, решительность в нем прибавится еще больше. Видите, он расклеился, вы его поддержали, и все, он опять так наполнился. Решительности прибавилось. Вот любой шанс, который только будет, он им воспользуется. Как только, так сразу, чтобы приехать к вам. Просто это его мечта просто, чтобы быть с вами. Да, вот следующие две карты я вытащила. Видите, он хочет быть с вами, он хочет вас обеспечивать и сделать так, чтобы вы ни в чем не нуждались. Потому что он хочет показать, что он настоящий мужчина, что он заботится о вас, о своей семье. Вот вы для него настоящая семья, он хочет быть с вами. И детки, и вы, и дом, и чтобы, чтобы радость была у вас в доме, и любовь. Он вот это вам хочет дать, он прямо об этом думает. Опять его эти мысли переполняют, видите? Хочет, чтобы вы были счастливы. Десятка кубков. Прям на десятку. 10 из 10. Хочет дарить вам море счастья и радости. Чтобы вы ни в чем не нуждались, потому что для него это тоже важно, как для мужчины. Он тоже любит комфорт. И хочет, чтобы вы тоже были в комфорте. Чтобы жили в комфорте. Чтобы ваши дети были в комфорте тоже. Чтобы ни о чем не переживать. Значит, так вот. В курсе ли он, что вы там ему намекнули? В курсе ли он? Он знает, что ему тяжело это принять, да? Ну, как бы, то есть понять, как-то, что это есть. Но он точно знает, что вы знаете дофигище.
Вы много чего знаете, чего не знают другие. Ему трудно это знать. Ну вот как бы, то есть он уверен в том, что вы знаете больше. То есть вы можете больше, вы знаете больше, чем может он. Он может чувствовать, но вы-то уж намного больше чувствуете. Да, он не то что догадывается, он знает, что вы много знаете. Он не знает как, но он знает. Он уверен просто, что у вас прям интуиция развита, у вас чуйка такая, интуиция, и, ну, как бы вот, он уверен в этом, тут сомнений нет прям. Как вы это делаете? Для него это вопрос, как бы немножко, потому что здесь логика включается. Ему так тяжело, да, поэтому он немножко не очень понимает, но он понимает, что вы это можете, знает. Да, да, да. Да. Он еще у вас такой чувствительный тоже, он это тоже понимает, но он не может это объяснить. Но вы, конечно, намного круче, чем он насчет этого, да. Вы более стабильны насчет этого. Как же он хочет вместе с вами уже жить, не тужить, да, вместе с вами двигаться. Стабильное хочет жилье, чтобы стабильная жизнь у вас была, чтобы все было спокойно, равномерно, чтобы ни о чем не думать, не переживать. Очень хочет вот этого. Да, тут просто, тут любовь, любовь, любовь выходит, любовь, любовь, воспоминания, ах, как хорошо нам вместе, только вот остается думать об этом и мечтать. Да, он хочет спокойную, ровную жизнь, стабильную, без взлетов и падений, чтобы стабильно было хорошо, чтобы было стабильно хорошо, вот так вот, чтобы ни о чем не думать, ни о чем не переживать, чтобы не так, что хорошо, плохо, нет, стабильно хорошо, чтобы все было отлично. Да, и он, видите, он все для этого сделает. Да. Ну, тут так вот и... Он расстраивается, что он не может вам все сказать, все свои чувства, все, что он бы хотел, то, что он хотел бы флиртовать с вами. А как с вами флиртовать по СМС? Ну вот как? А он хотел бы флиртовать, он бы хотел видеть ваши глаза, он бы хотел бы вот вам говорить такие слова и при этом видеть ваши реакции, ваши эмоции на его флирт, понимаете? Заигрывать с вами хотел бы. Ну вот ему не нравится, что он не может это видеть. Как можно ну вот когда вы рядом, это можно. Вот он этого хотел бы флиртовать с вами, заигрывать, флиртовать, комплименты говорить и видеть при этом ваши горящие глаза. Как вы реагируете, вот это все он хотел бы. Он вам об этом скажет, напишет, но просто он хотел бы это, ну, как бы вот лично, он просто не может же он это на расстоянии. Здесь так. Да, вы прям его это, говорю, как солнышко, ну где-то там в темнице своей сырой сидит, а тут солнышко показалось, и все, он как орел молодой, да, как в этой, полный сил. Я все смогу, все горы сверну. Тяжело, но это вот после этого, мне кажется, все, когда вот он закончит этот свой проект уже скоро, да, вот вам нужно и расписываться, и переезжать, и отдыхать, и силы наполнять, потому что он очень устал. Вот. Нужно наполняться вместе. Вместе он быстро восстановит силы. Подсказка на ваш вопрос. Следите за поступающей информацией. Ой, вам уже выпадала, по-моему, эта подсказка сегодня. Какая-то информация будет к вам поступать. Какая-то важная, что-то важное вы можете из нее почерпнуть, для чего-то будет вам это нужно, поэтому имейте в виду. Очень помогаете и поддерживаете, спасибо. Спасибо, Аннет, давайте, я держу за вас кулачки, хочется, чтобы все было хорошо, конечно. Тем более, когда уже знаешь, что человек очень старается, очень хочется уже, чтобы это у него получилось, и уже счастье уже получить. Получите, распишитесь. Все. Так.
Давайте теперь будем смотреть, наверное, сейчас еще обновлю донатики. Донатики вроде все сказала, да? Тогда давайте 10 посланий из будущего будет. Сейчас я в чате напишу на этой колоде. Будет 10. Так. 10 посланий из будущего. Вы можете загадать одно послание или два, любую цифру от 1 до 10. В общем, загадывайте любую цифру от 1 до 10. Вот. На этой колоде будем смотреть. Я буду сейчас читать вам от 1 до 10. Можете несколько, можете одно. Давайте, единички. Кто загадал единичку? Смотрим. Послание из будущего. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Отдыхайте. Двоечки. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Здесь у вас развилка. Думайте, думайте, правильно ли вы сделали выбор. Троечки. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Четверки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Пятерки. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Шестерки. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Может быть, вы будильник забыли на завтра завести. Может, кому-то надо вставать? Не знаю. Вроде выходной. Так, семерки. О, мне так нравится вот этот маленький пушистик. Так, смотрим. Так, семерки, да, вроде. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Восьмерки. Эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязан ее нести. Смотрите, что вы тащите. Вам это надо? Вам это действительно надо? Подумайте, что это. Девятки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Десятки. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Все, 10 посланий. Так, теперь у нас что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошей. Будет 3 варианта, тоже общий расклад. Зара, добрый вечер. Добрый вечер, Зарина. Ой, у нас сейчас было 10 посланий. Если что, отмотайте прям только что. Давайте посмотрим, что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать. Единички, это первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Принимать решения решительно и окончательно. То есть принимайте решение не так, что можно еще все вернуть, а, например, приняли решение, да, выкинуть поломанную вещь, там, или порванную, или прекратить отношения, или уйти с работы, да. То есть, если вы приняли решение не общаться с каким-то человеком, то, ну, как бы придерживайтесь этого решения, да. Если вы приняли решение что-то там выкинуть поломанное, да, или там продать что-то, то, ну, как бы решили, так и действуйте. То есть, не отменяйте свое решение, не идите на попятную. Принимайте решение рассудительно, головой, подумайте хорошенько. Но когда принимаете решение, прям отрезайте. Приняли решение и все. Решение должно быть конкретное, без эмоций, безэмоциональное. Не нужно там сюси-пуси, а вдруг там так, а вдруг так. Нет, вот приняли решение, все. Тут все четко, жестко и без чувств. Вот так вот. Что вам не нужно делать? Что вам не нужно делать? Не нужно эмоционировать. Не нужно показывать, что вас можно вывести на эмоции. Что нельзя было проманипулировать вами. Не нужно ссориться. Тут нужно говорить все по существу. Ссориться не нужно. Ругаться не нужно. То есть, если там предстоит какая-то драка или ссора, ну, промолчите, уйдите, нефиг туда лезть. То есть и сами такое не затевайте, никаких ссор, никаких таких не нужно. Вот. И желательно никуда пока резко не принимайте решение куда-то поехать.
Например, опа, вот прямо сейчас, раз, решил куда-то рвануть. Не стоит. Обдуманные решения нужно принимать, обдуманные. Так, двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно хватать удачу за хвост. Если какие-то возможности есть, то не отказывайтесь, берите, знакомства, знакомьтесь. Те люди, которые войдут в вашу жизнь, они вам для чего-то нужны. Они нужны и важны, поэтому принимайте. Если кто-то вам дарит подарки, цветы, принимайте. Вы это заслужили, комплименты заслужили. Зарплату, там премию дают, давайте, берите, там, да, давайте еще, да. Как бы то, что будет вам даваться, берите. Любой шанс, который вам будет предлагаться на этой неделе, рассмотрите, потому что это хорошая возможность, не упустите. Или даже, знаете, это такая возможность, которая, может быть, сейчас вы не понимаете дальше, что это перспектива какая-то, а это будет перспектива. Это может изменить вашу жизнь. Какой-то, если вас куда-то пригласили на работу, пожалуйста, отправьте туда свое резюме. Даже если вы не думаете, что там будет нормально. Это как бы, ну, то есть, ну как, смотрите, если, например, там все нормально, вроде все устраивает, но далеко от дома, например, там, да, часа 2 ехать, но все равно рассмотрите этот вариант. Если там, например, ну там тут все должно быть белое и прозрачное, тут ничего такого тайного не будет, тут все будет как есть, тут все, что спросите, вам ответят, тут не будет тайных каких-то ходов, обмана, тут как-то нет. В общем, рассмотрите любые шансы, которые будут приходить, потому что они могут дать вам еще большие шансы в будущем. Вот. Что вам не нужно делать? Вам не нужно обесценивать то, что у вас есть, потому что то, что у вас есть, вы это заслужили, это уже дорого вам, это уже как бы нужно ценить то, что есть, и не отказывайтесь от того, что вам предлагают. Опять же, видите, что-то предлагает, человек недоволен. Не отказывайтесь, цените то, что есть. Не нужно отказываться от предложений. Берите, возьмите там, рассмотрите, подумайте. Вот. Добрый вечер. Прошла ли моя оплата? Сейчас посмотрю, наверное. Да, Зарина, прошла оплата. Сейчас я для третьего варианта. Да, Ирена, вопрос за донатик можно. Сейчас посмотрю еще третью позицию и потом Зарине смотрю донаты. Если кому-то надо, то тоже кидайте донатики пока. Что делать, чтобы неделя была хорошая по третьей позиции? Что не делать, чтобы неделя была? Ну, здесь надо зарабатывать. Чтобы неделя была хорошая, здесь надо пахать, пахать и пахать. Ну, чтобы неделя была хорошая, здесь вам нужно много работать. Нужно много работать, много изучать, показать себя классным специалистом. Зарабатывать денежки. Зато сколько вы заработаете, столько вам и заплатят. Не переживайте, вам все заплатят. Тут как бы все нужно работать. Нужно работать на работе, над отношениями. Вообще просто надо работать. Что не нужно делать? Не нужно тратить деньги. Не нужно их транжирить. Здесь как-то нужно больше зарабатывать. Не нужно быть одной. Нужно быть в кругу людей, как-то общаться. И не тратить деньги на себя почему-то. Здесь нужно зарабатывать сейчас, но пока тратить не нужно. Зарабатывайте и откладывайте пока. Пока не тратьте. Видимо, попозже. Подкопите так на что-то такое грандиозное. Может, на следующей неделе скажут, тратьте. Да, вот тут вот так вот. Давайте посмотрим донаты. Смотрим, Зарина написала. Что нужно знать, чему готовиться на ноябрь? Что нужно знать, Зарине? Чему готовиться на ноябрь 2024? Потому что да, тут много чего может быть. К чему-то новому. Самое главное, к чему готовиться, к чему-то новому в ноябре. Что-то новое придет в вашу жизнь. Могут открыться новые дороги, новые возможности, новые люди могут прийти. Вы можете отпустить старое, и вам станет вообще легко. Как-то вот тут много разных вариантов. Но что-то новое придет в вашу жизнь в ноябре. Легкость может прийти. Новые люди, новые знакомства, легкость, новые возможности. Здесь много чего. Здесь это что-то новое, это новая дорога, новое открытие. Можете начать что-то с нуля, что-то заново. Решили, вот все, я вот хочу, например.
Вы можете начать радоваться, как раньше, как ребенок. Какая-то радость может в ноябре быть, что вот очень-очень вам будет хорошо и приятно. Как будто порадуйте себя чем-то. Или какая-то ситуация такая произойдет, что вам будет так хорошо. Будете радоваться. Куда-то вас могут позвать отдыхать, выпить, погулять в компании. А вы пойдете. Раз зовут, чё бы нет, поедете там. Как бы да. Куда-то вас позовут, вы пойдете. Ну, как бы не то, что пойдете, поедете. Здесь как будто дорогу показывают, потому что опять же дорога. Как будто дорога. Как будто вы поедете, куда-то вас позовут. Отдохнуть. С друзьями, возможно. Компания какая-то. Может, резко, неожиданно какой-то человек вас пригласить, молодой. С работы. Почему-то с работы. Почему? Или вы его знаете через работу. Нет, что нет. Какой-то человек, от которого вы закрыты. Вы закрылись от него, вы как будто думаете, ну, он вам ничего плохого не сделает, но вы все равно не хотите с ним общаться, как будто. Не знаю, кто это. Как будто он не может дать то, что вы хотите. Здесь вы закрываете от человека, который не может дать то, что вы хотите. Вы от него закрываетесь, видите. Боитесь, что он может разбить сердце, но он вам не разобьет сердце. Но вы все равно не хотите. Не может он вам дать, ваши мечты не может реализовать какой-то человек. В ноябре вам может предстоять выбор. Смотрите, какой-то мужчина может прийти в вашу жизнь и сказать: так, давай выбирай. Или я, или вот он, да? Как бы, или со мной идешь, или нет. Оплатила Ирена. Хорошо. Сейчас мы Зарине смотрим сначала. Здесь выбор в любви, может быть, в которой вот выбор мужчины. А вы его выберете. Да, и вы его выберете. Смотрите. Вы будете стоять перед выбором, выбирать этого мужчину или нет. Вы его выберете, да. Видите, вы пойдете за ним. Любовь, морковь. Может быть, вам кто-то понравится. Какой-то мужчина в ноябре должен появиться у вас. Если у вас сейчас еще нету, то вот он будет какой-то стабильный. Даже может предложить жить вместе. Так, ну это что, будете вы или нет? Ну, тут как будто будете отказываться. В общем, здесь какой-то мужчина появится в вашей жизни, с которым все равно вас потом судьба сведет. То есть даже если вы будете отказываться, он будет настаивать. Он будет настаивать на своем. С ним, возможно, отношения у вас. Не показывает где, не показывает, но показывает, что что-то страстное такое начнется, новенькое. Непонятно, знаете вы его или нет. То ли знаете, то ли нет. Блин, я не знаю, непонятно. Какие-то, тут, знаете, тут предстоит еще у вас в ноябре борьба за свои желания, за свою мечту. Возможно, раньше вы о чем-то мечтали, и вот сейчас придется за это побороться, чтобы это получить. Да, вы боритесь за это, вы получите. Вы получите тут и в финансовом плане, и в рабочем плане что-то у вас будет хорошее. Если вы хотели добиться в работе, то у вас в работе будет. Если в любви, то в любви все получится. Как будто как раньше вы хотели. Вот раньше вы думали, вот, что вот такая любовь должна быть. Вот так он должен любить там, да, например, так и будет.
Или вы что-то хотели насчет работы. Вы будете стараться вкладываться, и на тоже будет и прибыль, и вас оценят. Успех тут какой-то в деньгах. Что-то хорошее будет, чему-то вы будете радоваться. Можете получить известие о каком-то человеке, что он откуда-то ушел. О мужчине. Вы можете получить известие о каком-то мужчине, что он ушел откуда-то. Из семьи, что ли. Как будто жена его выгнала. Не знаю, что это такое вот. Не знаю, зачем вам эта информация вообще. Да не зачем. Вы будете, ну, то есть она вам не нужна, не знаю почему, но вы будете закрыты от нее. Это как будто в прошлом какой-то опыт. Человек из прошлого, может быть, это. Все, тут уже не показывают, тут уже белиберда какая-то пошла. Нестыковочки тут. Может, на другой что-нибудь еще посмотреть. Ну, слушайте, ну вот в сфере работы, если смотреть, то здесь вы чего-то добьетесь такого, что вас порадует. Вы прям эмоционально будете на подъеме. Что-то заслуженное такое вот будет. Заслуженная победа. А насчет любви, тут, знаете, тут, ну, вы немножко откроетесь. Вы были закрыты, чтобы вам не сделали больно, да, закрыты, вы начнете открываться людям, начнете понимать, что все только от вас зависит, как дальше будут развиваться отношения. Вы начнете открываться в любви. Вы поймете, что да, за любовь нужно бороться, и как бы тут не надо надеяться на то, что фортуна повернется к вам или нет. Нужно все делать самостоятельно, брать все в свои руки, вот. Да, брать все в свои руки и добиваться того, чего вы хотите. Насчет любви тут. Как будто будет человек в ноябре какой-то в вашей жизни. Но здесь показывают, что не тот, о котором вы мечтаете, а какой-то другой человек. Вот. Будет маг в вашей жизни. Какой-то мужчина появится все-таки. Не показывают. Не показывают, какой мужчина. Вы о нем пока еще не знаете. Ой, смотрите. Но вам говорят, не нужно от него сразу отказываться, даже если что-то будет неизвестно про него. Да, вот следующая карта выпала, то, что не нужно отказываться, какой-то человек, с которым можно создать такие любовные отношения. Какой-то человек должен появиться. Для чего? Для всего, что вас, ну, вообще для всего. Этот человек для всего, что вы хотите. Здесь как будто вы выбираете, для чего вам этот человек. Вы хотите, как было в прошлом, или хотите строить самостоятельно, как бы вот то, что ваше будущее. Здесь только от вас зависит. Вот эти отношения зависят от вас. Вы будете тут строить, лепить и отказываться от того, что вы не хотите, и делать то, что вы хотите. Как будто вы будете строить отношения. Вам дадут человека, а вы дальше можете сами строить с ним. Захотите, уйдете, захотите, начнете строить отношения. Да, тут от вас зависит, как бы. Любить пока некого, понятно, да. В ноябре вот должен появиться. Я не знаю, кто это. На этой неделе не появится.
На следующей неделе вы всех отошьете, тоже как будто здесь только вы. Вот на этой неделе никого нет, на следующей неделе тоже вы одна. Так, а что там у нас от следующей недели с 11-го? С 11 числа какое-то неожиданное, может быть, тут знакомство, кстати. Сейчас, подождите, следующей неделе с 18-го. Подождать. А 25-го неделя. Тоже нету. Ну вот если только на 3-й неделе кто-то может появиться, если вы его примете, потому что вы будете не ожидать, и как будто это будет не ваш тип, что ли. Так. С 11-го, вот неделя, которая с 11 по 17. Вон там приметьте кого-нибудь, кто там будет. Так. Как вы его заметите, а вы его не заметите даже, вы его не заметите. Блин, как вы его заметите. Да вы его, вот тут вот такие карты, вообще не заметите его. Как будто вы будете заняты своими делами, иду делаю свои дела, никого не вижу, ничего не слышу. Вы его не заметите. А потом бац, увидели и влюбились. Я не знаю, что это такое, но тут как будто любовь. Любовь к вам подкрадывается. Притом неожиданно, вы будете как-то в своих делах. Как пройдет эта встреча, ну вот как, ну никак, вы его не увидите. Я говорю, вы его не заметите даже. Вас, наверное, прям столкнут как-то. Свалится к вам на голову. Не знаю. То ли он в вас врежется, то ли что. Не знаю, там снег может будет скользко, я не знаю. Вы его не заметите, как будто не будете замечать. Свалится как будто к вам, как снег на голову. Вот и все. Как будто свалится просто. Кто это, да? 2 карты вытащила. Кто это? Вышли вы и он. Тот, кто достанет вам все, что угодно. Если вы хотите мамонта, принесет вам мамонта. Если хотите там что-то другое, принесет. То есть такой, который какой-то вот такой человек, который добудет все, что вы хотите. Лишь бы вам было комфортно, тепло, уютно, всегда было что поесть. Вы как будто уют создаете дома, комфорт, а он вот добывает для вас. Что ты хочешь, дорогая? Я сейчас тебе принесу звезду с неба. Все, я пошел, сейчас будет. Вот, как будто вот тут так. Я не знаю, но, блин, так интересно. Мне даже самой интересно. Кто это? Как будто он издалека. Он борец, он издалека. Ему пришлось много побороться. Возможно, он приедет. Из-за разочарования у него в жизни были. Он бороться умеет за то, что ему дорого. Борец такой. Блин, мне самое интересно даже. Что вам нужно сделать, чтобы поскорее встреча произошла? Да ничего вы тут сделать не сможете. Видите, тут как бы тут вы не должны даже о ней знать, что будет встреча. Тут как бы не нужно ждать. Здесь неизвестность. Просто доверьтесь интуиции, что все когда-то произойдет. Возможно, это будет в темное время суток. В темное время суток пойдет как снег на голову. Не ждите, занимайтесь своими делами. Готовьтесь к празднику, что-то такое вот. Покупайте подарки. Нет, тут неизвестно и не говорят. Что-то еще надо про него знать? Ну, то, что вы с ним будете счастливы, хороший человек, с которым стабильный такой. Вы, если захотите, то сможете жить вместе. В счастье и радости. Тут и в достатке. Будете праздники еще многие отмечать. Дом полная чаша будет у вас. Щедрые. Щедрый дом такой у вас.
Щедрый, добрый дом будет. Где вы главная. Да, вы будете тут главная. Ну, я говорю, вы будете дома там все делать, да, как бы, если вы главная хозяйка очага, он будет добытчик, он будет вам приносить все, что вам нужно. Вот. Ну, блин. Откуда-то вы, возможно, уйдете. Откуда-то вы... Когда вы как будто вы посмотрите свое будущее, я не знаю, как тут объяснить. Как будто вы уйдете от чего-то и посмотрите в свое будущее. И будете думать об этом, решать эти вопросы, пойдете уже вперед. Тогда вот он и приходит. Не показывает. Не показывает. Все, больше ничего не показывает, короче. Ничего не могу тут выловить. Ну вот так. Блин, самое главное, это вот мужчина. Его... Как его не упустить? Наслаждайтесь, просто наслаждайтесь тем, что происходит вокруг. Просто наслаждайтесь. Да, вот видите. Делайте то, что делали, наслаждайтесь. То, что планировали, то и делайте, что у вас там по плану. И находите время, чтобы попить вкусный кофе, где-то вот кайфануть, вот так вот расслабиться, вот так вот наполнить себя. Таких энергий, чтобы быть. Потому что вы тут как будто вот самое главное, такая составляющая звено. Так, вам подсказка на ваш вопрос. Дайте себе отдохнуть. Ну вот, кайфуйте там, не знаю, отдыхайте, купайте кофе, где-то расслабляйтесь, я не знаю где, что это. Получайте удовольствие. Может быть, будете закупать подарки, где-то останавливаться, пить вкусный кофе. В дороге можете тоже с ним встретиться. И как будто он сверху, как будто он как вот снег на голову упадет, как будто он сверху. У меня уже несколько карт было таких, что как будто он сверху. Я не знаю, что это значит. Как будто он выше вас где-то выше вас. Физически где-то. Выше этажом. Может, переедет кто-то новенький к вам. Может, не знаю. Как будто вот он высоко летает, высоко находится, что нужно до него добраться еще, чтобы достать. Крыша, небо такое вот что-то. Высоко. Не знаю, что это. Не говорят, все говорят. Не говорят. Все сказали, видимо, не знаю больше. Ничего нету. Ну, так что спасибо, Зарина, за ваш вопрос. Спасибо, Иван, спасибо. Блин, я так хочу, чтобы любовь ко всем пришла уже взаимная, чтобы, блин, чтобы пары были такие суперские. Нашли, чтобы друг дружку. Так, сейчас следующий донатик. Аноним. Так, что ждать от него? Что ждать от него? Что от него ждать, да? Ирена, которая тут вот, я вам смотрю, Ирина. Ирена. Что от него ждать? Что от него ждать? Холодности. Тишины. Ничего не будет. Не будет отвечать, не будет действовать никак. Холодный весь. Холодный, как ежик колючий. Ничего не ждать. Так.
Через какое-то время он будет действовать, не будет. Это сделать очень тяжело для него, не будет. Почему-то здесь холодность и бездействие, как-то вообще не хочет никак действовать. Что он чувствует, может быть, спросить, что он чувствует. Он хотел бы вам многое сказать. В чувствах он хотел бы много-много вам сказать. Много разных эмоций у него. Он бы многое хотел вам сказать насчет интимных таких моментов, которые только вам двоим известны. Что-то такое он хотел бы вам сказать. Как будто вы ему даете какую-то легкость, и кайф он получает, и что-то такое вот. Ну, тут классно с вами. Анна Баирова, здравствуйте. Я вам подсказки давала выше, по-моему. Вот. Если не давала, то да. Ну, мне кажется, я уже все дала, всем подсказки. Так что так, Ирена. Он хотел бы вам много сказать, но он пока действовать не будет никак. Просто не говорить, не действовать. А так хотел бы сказать, что вы ему очень большую легкость даете. И вот насчет интимных разных вопросов, которые только вам известны, что-то вот он хотел бы вам сказать. Как будто вы его наполняете, вы ему даете что-то такое просто вот. Очень классное ощущение вы ему даете. А почему он вам это не говорит? Потому что он сомневается. Он вам не скажет, потому что сомнения какие-то есть. В чувствах, в эмоциях, страхи какие-то есть у него. Он сомневается. И тут вот по Луне. Стоит ли о нем переживать? Да ну нет, не стоит переживать. Просто вам нужно действовать в зависимости от ситуации. Вот как он успокоится, кстати, все нормально будет. Здесь как-то вот в зависимости от ситуации. Проявляйте гибкость просто. Переживать не нужно. Проявляйте гибкость. Подстраивайтесь под его настроение, если что. И все. Тут не нужно переживать. Но он много думает. Сам переживает ли он много думает об этом. Он даже немножко переживает, поэтому не может выкинуть из головы. Много думает. И перед сном много думает. Я не знаю, просто очень много об этом думает. Вам переживать не нужно, вы просто подстраиваетесь под его эмоции. То есть как он будет, так и вы просто подстроитесь немножко, гибкость проявляете. А он много думает об этой ситуации, вот обо всем, о том, что вот о вас. Интернет пропадает. Я вам отвечаю, да, Ирена, я вам отвечаю. Если что, еще можете что-то там доспросить, да? Ну вот. Отвечаю вам. Но действовать не будет, видите, никак просто. Но пока вы его мысли все занимаете. И днем, и вечером он думает. Перед сном думает об этом. Очень много мыслей о том, как было хорошо. Здесь карта прошлого есть. Очень много мыслей, что когда вы вместе, вы его наполняете. Опять же, тут была уже такая карта у меня. Вы его наполняете, ему с вами классно. Не знаю, вы ему даете классные эмоции, положительные. По крайней мере, он вспоминает, как раньше. То, что раньше, когда вы вместе были, вот общались, вы ему хорошие эмоции даете. И вы его наполняете очень сильно. Вы даете ему свои эмоции, свою энергию, и ему легче жить становится. Легкость у него появляется. А у вас? А вы свою энергию теряете, кстати. Вы свою энергию теряете. Он вами наполняется, а вы теряете.
при этом энергию. Потом вам надо где-то наполняться, потому что вы ему отдаете. Будет ли он действовать? Он к вам действовать не будет. У меня выпадает несколько карт, что он не будет действовать. Видите, здесь тоже не будет действовать. Написано, что нет. Там вообще смерть выпадала, то есть холодная карта, что не будет действовать. Выпадает, что не будет. В 25-м году. В 25-м году, да. А в 24-м году... Так, ноябрь. В ноябре нет. В декабре еще может. Он может в декабре начать. Вот слушайте, по месяцам начала спрашивать. В ноябре не будет, в декабре может действовать. В следующем году тоже будет действовать. Здесь у вас точно не расставание, а здесь у вас точно пауза, и он сейчас не будет ни отвечать, ни писать, ничего не будет. Тишина будет от него, а потом он будет действовать. По месяцам, главное, ответили мне, а так нет. Ну, потому что сейчас не будет, этот месяц не будет действовать. В следующем месяце, да. Вот здесь так. А сейчас, конечно, холодность. Блин, столько мыслей у него, кстати. У него очень много мыслей. Он боится. Боится, что вы будете от него закрыты. Боится, что может случиться то же самое, что вы можете там поругаться, расстаться. Да, опять же. Опять же это выпадает. Ну, отвечать или нет? Прислала смс спокойной ночи. А все в ваших руках здесь, в этих отношениях, видите? Отвечайте, отвечайте. Смотрите, здесь сила, здесь все в ваших руках. Вы знаете к нему подход, поэтому гибкость вам там и говорили карты проявлять, в зависимости от ситуации. Если он к вам идет, то и вы к нему идите. Ну, как бы он к вам хорошо, и вы к нему хорошо. То есть в зависимости от ситуации. Если он дуется, и вы тоже не можете немножко там его, ну как, пожурить там немножко аккуратненько. А здесь, да, здесь если он идет к вам навстречу хорошо, то и вы к нему хорошо. Проявляйте гибкость, и все. Здесь все в ваших руках. Просто вы к нему подход знаете, вы знаете, что и как с ним. Вы знаете, что он подуется, и все нормально будет. Это же, ну, временно. Ну, здесь вот вы к нему подход знаете. Вы только сама не напираете, да? Вы... Так, а что будет? Да нет, тут как-то надо, и он вкладывается, и вы, и он, и вы. Как бы он идет вам навстречу, и вы к нему навстречу. Как бы вот, ну, как-то вот так вот. Потому что он тоже много думает о вас и переживает. Блин, да, вот перед сном, может быть, как раз и сейчас, вечерами, перед сном, он, да, он думает. Тут все в ваших руках. Держите его крепче, и тогда все нормально. Аккуратненько, только нежно, а не так, что прям ух, не грубо, нет. Так, подсказка для вас. Дайте себе отдохнуть. И не поддавайтесь соблазну. Не поддавайтесь соблазну. Так. И смело воплощайте все задуманное в жизнь. Не знаю, мне вам хочется подсказки доставать и доставать. Я не знаю. Вот еще смотрите. Я не знаю, мне захотелось, я вам достаю. Вот. Ирена, вам еще одна подсказка. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. То есть, ну, тут все в ваших руках просто. Просто не просто. Аккуратненько. Вот. Он подуется. Все нормально.
Да, ну сначала не будет действовать, потом будет действовать. Еще раз уточнила. Он сначала будет действовать так, как ему не понравится. То есть он как-то будет действовать, но можно по-другому. Он потом по-другому подействует и будет еще лучше даже результат. Будет действовать, конечно же. Он нас не отпустит. Вот. Ну что, всем ответила. Для Анны Баировой я, по-моему, подсказки давала, но я сейчас уже там уже удалено все, поэтому по-быстренькому. Для Анны Баировой подсказка. Следите за поступающей информацией. Ну, на всякий случай, потому что я вот честно не помню. Вроде бы я давала, потому что я всем дала подсказки. Так, еще раз для Анны Баировой. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Отдохнуть, пора бы уже отдохнуть. Анна Баирова, посмотрим, подсказка. Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. Так, ну-ка, видите, вы еще даже не знаете, что выбросить надо. Вам надо понять, что нужно выбросить, что у вас лишнее. Вы не знаете. То, что вы думаете, это не то. Вам нужно увидеть это. Анна Баирова, подсказка. Расслабься, не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься, пусть хорошее придет в твою жизнь само. Блин, как было бы классно. Я ничего не делаю, а само приходит. Так, для Анны Баировой послание из будущего. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Тут отношения могут быть как между мужчиной и женщиной, так и отношения с родителями, с друзьями, там, с коллегами по работе, да, там, не знаю, с соседями, с любыми людьми. Но могут быть и любовного характера. В общем, надо работать. Надо разговаривать и говорить, что вам нравится, а что не нравится. Вот так делай, а вот так не делай, мне не нравится. Вот, так что всем спасибо. Так, сейчас я быстренько проверю донатики. Если кто-то хочет донат отправить, напишите, пожалуйста, потому что я буду уже все заканчивать. Вот. Донатики вроде бы все. Все, всех обнимаю, целую, желаю вам классной недели всем. Пусть у вас все получится. Увидимся с вами в следующую субботу. Теперь уже, наверное, не в 21:30 по Москве, потому что что-то мне поздно уже. Я уже спать хочу в это время. То есть пораньше будут, наверное, эфиры. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфир. И подсказки у нас бесплатные. А вопросики там за донатики. Донатики там небольшие. В общем, если кому-то надо, приходите. Все, обнимаю вас еще раз, целую. Все, всем пока. Сейчас я буду искать волшебную кнопку отключающую. Всем спасибо, кто пришел. Всех люблю, целую.